Лень, ты нам сегодня про плюсы расскажешь, я надеюсь. Я не хочу сказать, что он классный C++, он ужасен. А C вообще ужасная вещь, ни в коем случае не используйте C. То есть это все вранье. Ну, отсортировал я массив. Ну, а толку в этом? Почему C++? Был C минус-минус? Ты нам чешешь, что ты программист какой-то. Ты делаешь фигню, но через 3 года ты будешь все знать, все уметь. Айтишечка надо. Всем привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. И сегодня у нас с вами интервью, то самое, которое вы очень долго ждали, а интервью по C++ ждали очень долго. В гостях у меня Леня из компании Wargaming. И, собственно, Лень, ты нам сегодня про плюсы расскажешь, я надеюсь. Все, что знаю, все расскажу. В том числе, так как Леня работает в Wargaming, он работает с игровой индустрией, поэтому будем это все делать вот в обертке игровой, немножко озираясь на вопросы геймдева. В самом начале я обычно спрашиваю про детство, про универские годы, чтобы немножко ввести слушателя в курс дела, поэтому расскажи, вот когда ты начинал, в какой ты школе учился, в какой ты университет поступил, когда это вообще было, и как это происходило все дело? Учился в средней школе номер 22 города Витебска. Там у меня не было ярко выраженных каких-то талантов. Вот. Ну, мы просто как бы баловались в основном. Но мне повезло, я не попал ни в детскую комнату милиции, никуда не загремел. Хотя некоторым моим друзьям не так сильно повезло, но так получилось, что я не планировал даже поступать в институт. Я планировал пойти после школы в армию. Угу. Вот. Этим огорчал своих родителей, особенно мать. Отец ко всему спокойно относился. Мать, что это такое за дело? Ты же, сыночка, должен обязательно поступить в вуз. Нет, же родину защищать не надо. Вот. И за 2 недели до поступления, валяясь на пляже города Витебска, там на речке, я вдруг послушал, как все кругом поступают, и мне так захотелось. Мне так захотелось. Я понял, что это другая жизнь, что будет интересно, что надо бы поступить в институт. И я быстренько попросил денег и поехал, посмотрел, куда бы можно было поступать. А мне в жизни нравилось тогда только играть в компьютерные игры, машины и девчонки. Больше ничего. Какой это год был? Это был, мне было, не знаю, лет 17, 2001, может, 2002, наверное, где-то так. Ну и выбор у меня был небольшой, потому что я закончил школу на средний балл 3,7. То есть я учился... По пятибалльной системе? По пятибалльной системе, да. Да, учился хорошо. Вот. Так получалось, что я не видел смысла вообще входить в школу. Я до сих пор не... Я сейчас для себя сделал вывод, что ходить в школу нужно, чтобы социализироваться, чтобы научиться общаться с людьми, чтобы как-то быть добрее, как-то играть вместе в футбол. Ты один в футбол не поиграешь просто. Но чтобы учиться, я считаю, школа просто не нужна. То есть, если тебе нужна математика, ты всю школьную математику поднимешь за 1 год, вообще не напрягаясь, если она тебе нужна. А ты хорошо втыкал математику, там, языки в то время? Ну, в плане, ты был разгильдяем и не учился вообще? Как? Я мог... Если я все понимал, что объясняли учителя. То есть, я вот смотрю, что они рассказывают, я думаю, как-то так, да, там. Okay. То есть, русские языки у меня были 2, но мне, вот, помню даже имена своих учителей, они мне просто говорили, что если ты, Леня, будешь сидеть тихонько и не будешь отвлекать других, то я тебе еще потом 3 поставлю, и в конце четверти тоже 3. И как бы все, и пойдешь дальше. А будешь плохо себя вести, Я просто понял, что можно договориться, вести себя культурно. Я сидел тихо и не рыпался. И все было хорошо. Математику я чуть-чуть любил, потому что мне казалось, что это какая-то тайная наука, которая все кругом объясняет. И я просто любил, у меня классная была математичка, и поэтому ее нужно было послушать. И было интересно, вот, как минимум понять. Плюс у меня дед был, отец инженер, мать инженер, дед инженер. И так получалось, что мне всегда было интересно, как все устроено. Вот, тебе дарят новую машинку. Ты смотришь на нее 5 минут, а потом тебе интересно, почему у нее крутятся колесики. Ты берешь молоток, хлоп,
и смотришь, что там у нее внутри. На тебя уже орут родители, что как так, не прошло и 5 минут, ты ее разломал. На твое любопытство, ага, там, оказывается, есть моторчик, и он то работает, то не работает. Тебе интересно, а как этот радиосигнал вообще перешел? Вот я нажал на какую-то кнопку, здесь же нет проводов, как, почему он начал крутиться? И вот эта вот мысль, как это работает, как это устроено, она потом мне очень помогла в плюсах. Потому что мне всегда было интересно понять, как это Java вообще работает, как эта виртуальная машина работает, а чем она пользуется. Там ядро, все делается через ядро, а как ядро устроено. И все глубже и глубже и глубже тебе хочется понимать. Поэтому... Почему тебе не хотелось понимать русский язык и белорусский язык? Ну, потому что я объясню. Потому что все обучение было абсолютно, на мой взгляд, до сих пор глупым и нелогичным. Например, я поднимал руку и спрашивал учительницу, почему мы пишем слово «когда» через «о». «Когда». Никто из нас не говорит «когда», мы все говорим «когда». Мы говорим в Беларуси, в Минске через «а», в Москве говорят через «а». Какого черта мы тогда пишем «о»? Мы, может быть, что-то делаем неправильно? Она говорила, что есть нормы, есть правила, и, в общем, так принято, так пиши. И я говорю, почему в одних случаях мы ударением проверяем, в других случаях это не работает? Почему есть куча словарных слов, так называемых? Неужели их придумали словарными? То есть, и я говорил, что чешете нам какую-то лапшу просто. То есть это все вранье. То есть зачем? Давайте упростим и сделаем как слышится, так и пишется. Мне говорили, хорошо, это белорусский язык, то есть он более-менее понятный. Но в белорусском тоже понапридумывали правил. И языки тоже меня всегда интересовали, почему они так сделаны. И только потом, чуть-чуть познакомившись с английским, я начал видеть вообще, как все связано. Например, у нас есть слово по-белорусски, по-русски, давайте начнем с русского языка, есть слово «имение». Вот я что-то имею, я живу в своем доме загородном, это мое имение. Я имею, это вот все, что вместе, это мое имение. По-белорусски то же самое будет говорить «моё», «моёнтак». По-английски то же самое будет звучать как «mansion». В контре все играли контру, знают mansion, это дом. И когда вот так я начал понимать, я начал связывать, что, как оно связано. И я понял, эти англичане, они как бы говорят, mansion, но они как могут, так и говорят. То есть белорусы моё, моёнтак. То есть, но общий смысл начал мне стать более-менее проясняться вот между слов. Ну что, ребята, забегая немножко вперед, скажу вам, что и я, и Леня сходимся во мнении о том, что C++ это не самый легкий язык для вхождения в IT. И во всем выпуске вы не раз услышите про Python. Именно этот язык будет достаточно прост для того, чтобы войти в IT, особенно в наше нестабильное на сегодняшний день время. И как раз для тех из вас, кто не хочет тратить полжизни на изучение Python, есть отличные курсы от Skill Factory. Направление Python, веб-разработка. На курсе Python веб-разработка можно с нуля освоить инструменты для полноценной работы. Изучить сам Python и фреймворк Django, основы HTML и CSS, научиться создавать сайты на JavaScript и Bootstrap и многое другое. А для фрилансеров есть бонус-модель, обучающая поиску заказчиков и специфике сотрудничества. Сам курс ориентирован и на новичков, и на тех, кто уже пытался изучить Python. Здесь вы научитесь выполнять те действия, которые закроют 80% задач как на работе, так и на фрилансе. Да, и, кстати, YouTube и Instagram написаны на Python, так что, кто знает, может быть, после этого курса именно вы станете основателем очередного миллионного и миллиардного стартапа. Сейчас в Skill Factory с 19 мая по 25 мая проходит огромная распродажа с 50% скидкой. Но если вдруг вы не успеваете на распродажу, то не расстраивайтесь, я, как всегда, выбил для вас промокод IT-борода, который даст вам 35% скидки. Просто при оформлении заявки сообщите этот промокод менеджеру, они в курсе, стопудово. И не стесняйтесь проходить по ссылке в описании и узнавать больше о курсе Python для веб-разработки. Ну а мы продолжим слушать Леню. И да пребудет с вами дух разработки. Так я кое-как доучился, захотел поступить.
Сдал все на 4-5 при поступлении. Учился очень жестко, потому что я понял, что хочу. А куда ты поступил? Я посмотрел, что везде все умные поступают в хорошие вузы, а я могу поступить куда-нибудь, где попроще. Я выбрал себе Белорусско-Российский университет на тот момент, потому что там инженеров по информационным технологиям готовили. И я подумал, ну, то, что нужно, ближайшее ко мне. У меня было два выбора. Либо Белорусско-Российский университет, это в Могилеве, либо Новополоцкий, не помню, как он называется, вуз. А почему не Минский? Вот эти Не Минский, только по одной причине. Я не верил в себя, не верил, что я смогу. Я думал, что все умные поедут в Минск, и как бы, у меня там шансов вообще ноль. Поэтому я не выбрал Минск. На самом деле, если бы я знал, как дальше будет развиваться моя судьба, я бы только Минск выбирал. То есть ты считаешь, что в Минске оно образование лучше? Конечно, лучше. То есть вообще. Почему ты сказал, что ты с информационной безопасностью? Я с информационными технологиями. С технологиями. То есть ты уже знал, что будешь заниматься с чем-то связанным с компьютерами. Почему не физика, например, если тебе нравилось разбираться? У меня в детстве еще было две мечты. Одна, вот в самом детстве, знаете, в самом-самом детстве, вот каждый играешь во что-то. И я играл тогда, вот я брал самолетик, у меня весь потолок мой был в моделях. У нас, кстати, есть одна из комнат, там модели истребителей. Пластиковая, да? Да, пластиковая. Я увлекался планеризмом, и даже учили меня там и вертолетом управлять, и планером, и все это было. Но на вертолете я сам за штурвалом не летал, только в кабине в такой учебной. И мне очень было интересно. Я вообще думал, что зачем заниматься какой-то ерундой, если можно стать летчиком боевым истребителем. Я думал, что другая жизнь, она какая-то, скучная и неинтересная. Но потом оказалось, что у меня здоровье не проходит. Не прохожу я по здоровью, нос у меня поломан, я там подрался, в основном меня били, выпендриваться не буду. Вот. И так получилось, что там и перегородка ровная должна быть в носу, и там ребра не должны быть поломаны, и там все остальное. В общем, там хорошо отбирают летчиков. И мне в военкомате доктора, которые меня проверяли, они сказали, ты знаешь, мы тебя здесь пропустим, но у тебя впереди еще 2 медкомиссии, которые вот это тебя точно не пропустят. Просто никак. То есть, поэтому думай сам. И я понял, что они не врут. И подумал, действительно неправильно подставлять людей, когда у тебя плохое здоровье, говорить, что оно хорошее, а если потом это вылезет, никому это не нужно. И у меня оставалась только вторая мечта. А вторая мечта, я любил компьютерные игры, мы всем двором играли, часто у меня дома. Часто родителям говорил, что я иду в школу, но на самом деле мы всей толпой играли у меня. Прямо на кровати сидели и рубились во всякие игры. Начиная, у меня были все, Dendy, Sega, на все виды, PlayStation. Все было, короче. А ты в них Ты пытался разобраться, как они работают? Да. И больше всего меня удивлял мой дед. Он говорил, мы только что вынули из розетки Dendy твою. Я говорю, да. Мы вставили новый картридж. Там был баскетбол. Да. Мы вставили в розетку и нажали reset. Включилась NBA, там, первая 8-битная, и бегают персонажи. Ты запомнил, что вот этот побежал налево, вот этот направо, и играли такие-то 2 команды. А там, если ты ничего не делаешь, через какое-то время начинается рандомный матч какой-то. Mm-hmm. И он говорил, почему матч рандомный? Почему? Мы же все отсоединили, здесь нет никаких батареек, здесь не запоминается нигде состояние. Почему мы не знаем, какая будет следующая игра? Почему может быть, они начнут повторяться, но если они повторяются, то как будто приставка знает, какое сейчас время, какой сейчас день, но здесь нет нигде часов. И мы с дедом, я смотрел и думал, как это происходит. Я думал, это чудо, почему это происходит. Я вынимал из розетки, вставлял картридж, нажимал reset и понимал, что действительно играют не те команды, которые я думал. Почему не те? Там были часы, да? Вот. Почему? Почему? Это домашнее задание для тех, кто нас слушает. Это интересно разобраться. Окей. На самом деле... Пусть разбираются. Пусть разбираются. На самом деле, да, там железка была чуть-чуть умнее, чем кажется. Угу. Вот. А на новых картриджах даже были батарейки, и они действительно могли сохранять состояние. Поэтому, бывало, там разные были механизмы. Вот. Но все равно, когда это так работает, и вопросы всегда возникают. Например, мне дед говорил, а вот смотри, вот весь экран, в нем, если посмотреть поближе его, то видны 3 точки, красная, синяя и зеленая. Я подходил и видел точно везде эти точки на экране. А приставки раньше подключались тюльпаном. Mm-hmm. То есть 2 провода, тюльпан для звука, тюльпан для аудио-видео. И я видел, что я разбирал, раскручивал эти провода и смотрел, что там 2 жилы.
Ну, одна, две всего жилы. И я думал, как... И дед мне задавал такой вопрос, а как вот по этим... Тут 2 жилы на звук, и 2... Ну, там написано было на вход аудио-ин и видео-ин. И я понимал, что это, наверное, один для аудиосигнала, другой для видео. Но дед спрашивал, а интересно, тут столько разных точек, и они горят разными цветами. Как по 2 жилам можно передать столько разных цветов? Ведь на самом деле они все мгновенно загораются, и всего 2 провода, значит, можно либо подать напряжение, либо не подать напряжение. Как скоро ты узнал, что такое электронно-лучевая трубка? Вот. Ну, где-то в школе на физике, то есть как-то вот так. И мне вот просто было интересно, а как это действительно устроено, как вообще все устроено. Вот. И вот так по чуть-чуть. Ну, если вернуться обратно, то я поступил в институт. В институте мне повезло. И, кстати, я хоть и сдал на 4-5, я не поступил. Туда был слишком большой конкурс, и меня отправили, иди куда хочешь. Но мне дали такую бумажку и сказали, что ты сдал на 4-5, с этой бумажкой ты можешь любой техникум сейчас пойти. Угу. Причем без экзаменов, потому что ты все сдал классно, то есть все честно. Я приехал домой, показал эту бумажку, мне не поверили родители. Потому что, как меня называли, телопень, разгильдяй, что ты вообще, знаешь, 3,7 балл. Увидели, что на 4,5 сдал. А какие предметы ты сдавал? Математика, физику, математику и русский язык. Угу. Вот, лучше всего, и русский даже сдал на 4,5, который никогда не знал, то есть и все, и то есть сдал. Ты подготовился или как я так произошло? Как я делал? Был экзамен по математике, я 3 дня перед ним, или даже больше, перед математикой где-то 2 недели, только математикой занимался. Угу. И я посмотрел просто все предыдущие года, взял предыдущие года и просто решал их подряд. Упирался в то, что не знаю, смотрел, как это решается. И следующую, и все, научился просто их решать. Просто научился решать такие же экзаменационные билеты. Тогда не было еще этого, когда я поступал. Может быть, уже и было, но я сдавал, естественно, я ничего этого не делал. Это же так не работает обычно. То есть у тебя какие-то способности, видимо, были, да? Ты можешь сказать, что так? Скажем так, я мог, если мне нужно... Кстати, возможно, были, потому что я мог... не все рассказал. Я же после 9 класса влюбился. Это бывает такое. Влюбился в девчонку, которая была в хорошей школе, не в такой, как я, 22-й, а в гимназии номер 1 города Витебска. Вот. И так меня заломало, что я решил, как-то к ней туда поступить, быть рядом. И тем более я узнал, что 9 класс, экзамены, ты можешь сдать туда экзамены. И все сдают все равно, так как все равно сдавать, какая разница, где пойду туда на экзамены. Я пришел в ту школу, сказал это своей классной. Классно сказал, это правильно, здесь у нас вообще там все плохая школа, а там хорошая, иди туда. В общем, я пришел туда с документами, мне сказали, что вот здесь подготовительные курсы есть, и я 2 года отучился в этой гимназии. Угу. И там реально была муштра. Там реально нас учили. И, кстати, классно у меня снова была математичка. Вот. И муштра? Да, там очень нас строго... Что это за слово, извини? Это такая очень строгая дисциплина. Угу. Это ты к тому, что там вас научили учиться или тебя научили учиться? Или... Там как-то приучили во всем разбираться. Приучили, что вот сядешь, и вот пока не разберешься, не встанешь. И получается, ты после университета вернулся с этими оценками, родители говорят, ты вообще как-то... Да, родители говорят, неплохо, да ладно, сходишь там куда хочешь, иди. А приехал мой дядька и сказал, вы вообще на моих родителей надавил, сказал, что на самом деле у вас нормальный ребенок, все у вас нормально, вы то, что вы там хорошо учились, а мои родители хорошо учились в школе, вот, это не важно. А он сейчас другое время, другие дети, поэтому закиньте за него денег, и он отобьется, то есть не волнуйтесь, все будет нормально. И я поступил на платное. На 3-м курсе института я учился на 4-5 по 5-бальной системе в институте. На кого ты учился, только скажи сразу? Инженер по информационным технологиям. Okay. Раньше это называлось АСУ, все, что было, АСУ, АСАИ. Вот, отучился я, получается, спокойно так до 3-го курса, и в институте была проверка государственная. После нее вдруг выяснилось, что полно бесплатных мест. И в том числе и мне, еще куча других студентов предложили перевестись с платного на бесплатный. Но на 3-м курсе института меня уже взяли на работу в ЕПАМ. Угу. В ЕПАМ я прошел подготовительные курсы и начал работать. И я уже начал зарабатывать деньги. ЕПАМ в Могилеве? Да. Окей.
И как только я начал зарабатывать деньги, то я понял, посчитал, да, что сколько я получаю и как. Я понял, что я отобью институт гораздо раньше, чем я закончу эти 5 лет. И я понял, что мне не нужно никакое распределение, не нужны никакие 2 года. То есть мне вообще невыгодно было переходить с платного обучения. Поэтому я остался на платном. Вот. Вообще, на самом деле, где-то после 4-го курса я хотел бросить институт. Но мать попросила, чтобы я пообещал ей, что я доучусь. Я подумал, ладно, доучусь, чтобы мама не волновалась, не надо же я такое волновалась. Расскажи чуть подробнее, как ты в ЕПАМ попал. Как я попал в ЕПАМ? Когда у тебя вообще программирование началось-то? Программирование у меня началось на 1-м курсе института. Угу. До этого я играл и ничего не видел и не знал. Вот, у нас в школах были корветы. И, кстати, учительница по программированию, по информатике, правильно будет сказать, была красавицей. Красавица в смысле внешне или... Да, она и внешне, и хороший человек была тоже. Она такая блондинка кучерявая. То есть я всегда удивлялся, разве бывают блондинки кучерявые? Я думал, может быть, она завивается, а может быть, на самом деле. И так этот вопрос у меня и остался. Может быть, она ответит нам в комментариях. И так получилось, что у нас были корветы, и она показала, что они могут. Но мне казалось, что они абсолютно никому не нужны, они бесполезны. То есть, НЦ-ПК, там можно было что-то сложить, какие-то числа от 1 до 10, мне казалось, это неинтересно. Вот. А в институте на 1-м курсе у нас был класс-лаборатория, куда ты мог прийти в любое время фактически, после пар. И они просто стояли, ты мог, что называется, подойти тому лаборанту, сказать, мне нужен компьютер, тебе его давали. И у меня не было своего компьютера, не было ноутбука, не было компьютера в общежитии. Это 2002-2003 год где-то, да? Да. Понятно. И я просто приходил туда, там были старенькие компьютеры, точно не могу сказать, какие, примерно 1-й Pentium. Угу. Вот. И я на них делал лабораторный по программированию. Просто методично с друзьями. У многих моих друзей тоже не было никаких компьютеров. Мы просто приходили туда и делали там домашки на Borland компиляторе. Я помню даже, как мы это делали. Был фан, было интересно. И по чуть-чуть разбирались, общались, и было очень интересно, потому что мы все были замотивированы, нам всем нравились игры, и нам всем хотелось научиться их делать. И мы все делились этими идеями между друг дружкой. Кстати, почти вся наша группа, в институте есть группа, есть подгруппа, и вся подгруппа, в которой я был, практически в полном составе работает в геймдеве. В разных конторах. Мы все с детства были на это заточены, и нам было это интересно. А в то время уже был хайп вокруг программирования? Не было. То есть вам просто нравилось делать игры, и вы мы ничего не умели, не знали как, делать. Но нам было интересно попробовать. Нам было это все очень интересно попробовать. И так по чуть-чуть на 2-м курсе мне родители выделили денег, чтобы я купил себе компьютер. Я приехал в Минск, купил, на поезде с ним приехал, с 17-дюймовой такой LTE-шкой? Да, все. Да, в нем было 128 азухи, винт на 80 гигов, то есть все было, это тогда был топ. Это был топ, я взял такой аппарат классный, и все. То есть мы его в центр, помню, комнаты поставили, друзья играли. Я играл, когда меня уходил, я парням отдавал, они играли. То есть. И я начал, примерно за год посидев за компом, у нас открылись курсы. То есть, грубо говоря, у меня было 2 года просто пребывания за компьютером. Физически, если отметки во временные поставить, через 2 года игры с компьютером я закончил курсы 3-месячные, примерно такие, 3-месячные, может быть, даже 2-месячные курсы в ЕПАМе. После этого меня сразу взяли работать. Курсы по программированию? Курсы по программированию .NET, кстати. .NET, Web, ASPX и все такое. Боже мой, это что он тогда только появился, 2005 год. Это был .NET 2.0. И уже 2.0? Уже был 2.0 тогда. И все, и понеслась. И меня взяли там на работу в ЕПАМе. На ЕПАМе я потом перешел на Яву и потихонечку делал. Но в ЕПАМе мне мечта не реализовалась, потому что я делал какие-то занятия, там какие-то CSS-ки поправил. Здесь на саму бэкэнд мне не подпускали. Ты что, джунов нельзя на бэкэнд? Короче, это был такой фронтенд вебовский, да? Да, то есть, мы все писали. Мы там писали, я помню, что тогда мы делали мой преподаватель программирования был же моим начальником в ЕПАМе. Слава Башаримов, тоже отличный парень. И
так получилось, что я помню, что мы там какой-то сайт делали про какие-то запчасти для немцев каких-то, то есть, и мне там он говорил, там, сделай вот это, там, на JavaScript что-то писал, там, что правил, ну, фронт-энд, что-то смотрел, как там в бэкэнде, какие-то простые вещи мне говорили в бэкэнде сделать, я на Яве это писал, но мне это вообще не доставляло. То есть, ну, чуть-чуть доставляло, но так слабенько, скажем так. Это, ну, вот. Потом для САПа мы там делали. Ну, EPAM есть EPAM. Ну, то есть, понятно. то есть Кузня всего. Вот. Я EPAM, если что, люблю, чтобы все понимали, что для молодого студента попасть в EPAM – это круто. Это круто, это интересно, это очень перспективно, и ты там очень быстро, как на крутом заводе, которым вот делают первоклассные Мерседесы, грубо говоря, ты потом, ну, придешь на завод, где делают Жигули, ты сразу почувствуешь разницу. Вот. И в этом плане я сразу, тебе все покажут, и процессы, и системы контроля версий, как, что, и с заказчиком, все покажут, все расскажут, всему научат, и это было очень классно. То есть в некотором смысле я бы сказал, что EPAM научил меня очень многому, а я как только научился, так сразу оттуда и ушел. Такой неблагодарный сын. То есть, получается, да, по отношению как бы вот к EPAM, может быть, они меня простят, как бы, но я так понял, таких много, кто так делает, поэтому как бы... Это жизнь. Сколько лет ты там проработал, куда потом ушел? 3,5 года. До конца универа и даже больше, да? Да. До конца универа и даже больше я проработал. И вот только меня более-менее научили программировать в EPAM. Мне поступило из геймдев-конторы, вот прямо там целенаправленно. Ну, люди знали меня и познакомились со мной, сказали, мы вот тут игры пишем казуальные, AVM Games в Могилеве. Сейчас они в Минске есть тоже. Ну, нам нужен программист, хочешь к нам? И я пошел. Причем я пошел к ним вначале просто поработать и все. Вот мы договорились на словах и работал вот просто вообще. А на какой технологии ты работал? На Яве писал? На C++. Сразу. То есть ты уже в EPAM перешел на плюсы, или ты туда перейдя? Плюсы я никогда не забывал. То есть у меня на первом курсе института было C, на третьем курсе института было C++. Очень классный был преподаватель Борисов, он уже на пенсии. Вот. Он любил нас, студентов, и к нему можно было подойти и сказать, вот как делается вот это. Он говорит, у меня есть книжка, он мог свою личную книгу тебе отдать просто. И он очень нас любил, детей, ну, студентов, и все нам помогал рассказать. И он был практик. Мне этим он понравился, что он был практик, который все мог объяснить, как оно устроено. Это настолько сильно ускоряло рост вот нас, людей. Я знал, что я приду и все. То есть и мне все покажут, расскажут. Или покажут, вот как это найти, где это найти. Вот. Очень я ему благодарен. Трем человекам благодарен за вуз. Иванов, это был преподаватель, который вел сети. И Круталевич. Круталевич – это человек, который был заведующий кафедрой. Толковый человек и все. А вот на фоне этого я не могу не спросить, почему ты считаешь сейчас, что в Минске образование айтишное лучше? Ты сейчас расскажешь, у тебя и сети были, и программирование хорошее было, в Могилеве все это было. Сейчас этого там нету? Сейчас скажу, почему в Минске. Из всех программистов, с кем мне удавалось встречаться и общаться, я могу сказать, что самые толковые были те, кто закончили РТИ. На втором месте после них были те, кто закончили БГУ математику. ФПМ, да? Да. Okay. Вот. Ну, а потом уже все остальные. То есть статистические данные такие? Это да, это чисто вот выборка из тех людей, с кем я работал. Я работал примерно в 5 разных конторах. Окей. Получается, в EPAM ты не работал с плюсами, но ты где-то дома как-то, наверное, их не забывал, да? Да. В EPAM как я делал? В EPAM, я расскажу сейчас, я думаю, это можно рассказать. В EPAM я должен был отчитываться за каждый час своей работы. Здесь, кстати, в Wargaming такого нет. Да ладно? Ну, вообще. Вот. И это абсолютно меняет. Но здесь свой продукт, который нужно развивать. И в конце года у тебя бонус будет, если у вас есть какой-то прогресс. Все классно. А в EPAM немножко по-другому. Там сдельная зарплата. И вот заказчик заказал столько-то людей, которые делают какие-то фичи, пилят. И все это, просто делают. И я вот, у меня были расписаны таски на неделю, на 2 вперед. И я должен был их сделать. Что я обычно делал? Я обычно с понедельника до среды выполнял тот объем работы, которого было достаточно, чтобы просто работать дальше. А четверг и пятницу я вообще занимался своими делами на работе. То есть просто я делал свой движок на Яве, написал, с физику 2D туда добавил. То есть у меня там взрывы какие-то были, танчики 2D-шные ездили. То есть я это все делал, просто сидя на EPAM.
Ну, я просто смотрел, там, с понедельника по среду я позакрывал задачки, а в четверг-пятницу мне там нужно было их просто Перевести в статус. оформить, что они оформлены, и все. И как бы вот так можно было работать там, ну, Лайфхак. да, то есть так вот по чуть-чуть. Вот. Ну и как бы... Ну, получается, игрушками ты уже в ЕПАМе увлекался, Да, прям я писал. увлекался полностью. Две важных еще вещи хотел сказать. Когда я закончил, вот для других, если нас слушает молодежь, именно вот как раз для молодежи, если вы вот чувствуете в себе, что вам это интересно. Я, когда ехал с Могилева в Витебск, я с пересадкой в Орше ехал, потому что на дизелях так дешевле было. И когда я ехал, я остался один в вагоне, и вот я полностью закончил первый курс. Первый семестр будет, так правильно сказать. Первая сессия, в общем. Да, все сдал и ехал. И я был, так остался, что я там задержался, и когда я ехал, все уже разъехались, и я был один в вагоне. И когда я ехал один в вагоне, мне такая тоска напала, что я вот, ну вот полгода прошло, а я ничему не научился. Я подумал, что вот еще вот таких вот тут вот, сколько там, несколько отрезков таких же, и все. А я так и не понял, как делать игры. Мне было настолько обидно, настолько меня это разочаровало, что я реально плакал. Ну, так как никого нет, то можно поплакать в вагоне спокойно. И у меня было внутреннее желание, что я должен получить источник информации, как все-таки игры делать. Ну, отсортировал я массив. Ну, а толку в этом? Какой толк, если я умею сортировать эти массивы? Пузырьком, не пузырьком, разницы никакой. Вот. И как-то я зашел в книжный и увидел книжку Андре Ламота «Программирование игр под Windows». Зеленая книжечка такая, в мягкой обложке. Я прям загорелся. Я ее начал и открыл, листал ее, листал. Все, я понял, что я ее хочу. Там было все. Там было все, вот все, о чем я мечтал, там было расписано, как это делать. Эту книжку купил мой друг, у меня не хватало на нее денег, он купил, и мы вместе толпой ее читали. Буквально за 1 месяц, прочитав эту книжку, и вот где-то вот первый курс закончился, где-то там второй курс был. Это где-то вот второй курс, и я купил себе эту книжку, ну, уже в твердом переплете, ну, продолжение ее, вторую часть. И где-то месяц я просто позанимался по этой книжке. Я вернулся обратно в институт. Это было как раз перед тем, как я попал на работу в ЕПАМ. Я почувствовал, что я просто, ну, вырвался вперед, я все знаю. То есть я вот все, чему учат в институте, все, мне уже все понятно. То есть уже вот как будто вот это вот просто я изучил эту книжку. От начала до конца, буквально за месяц, проверяя программы, она с диском была, можно было программки запускать, все делать. А там Андре Ламот объяснил по шагам все, начиная вот как пиксель на экране софтово там вывести, заканчивая звуком и как его смикшировать софтово и все остальное. Вот. И когда мне все это стало понятно, в институте многие прикладные вещи, ну, только помогли, потому что мне уже не надо было думать, как программировать. Не надо было думать, как там компилятор подключить или как заголовочные файлы, как библиотеки использовать, как создать DLL-ку. Мне это не надо было думать, потому что я все это знал. Мне оставалось только вот ту часть информации получить, как конкретно игра работает. Вот. И я быстренько эту информацию подогнал, и все, и дальше было вообще очень просто. Теперь возвращаемся к моменту, когда ты перешел в игровую компанию. Это компания Могилева была или в Минске? Да, AVM Games. Ты, получается, у них сколько поработал? Тоже где-то 3 года, может, даже больше. Точно не помню, 3 года минимум. 3 Чем года ты там точно. занимался? Я сделал там свой движок. Сразу пришел, я посмотрел, что у них было написано. Это был, вот сейчас вот расскажу, мне никто не поверит, но это правда. Эти старожилы AVM Games подтвердят. Когда я пришел, они не пользовались даже системой никакой контроля версий. То есть они просто zip-архивчики и дату вставили. А что тогда? Тогда только SVN, наверное, был, нет? Ну, тогда уже SVN точно был. Уже. Вот, я пришел и сказал, что нет, мы сделаем отдельный выделенный сервер, мы поставим на него SVN, мы будем... Все говорили, что типа, ну что ты тут свои порядки будешь делать? Ну, там, я помню, как так мне тяжело было продавливать это, но я настолько был... Ну, я этим пользовался, настолько был уверен, что это правильно и нужно, что через какое-то время, все это было принято. Потом шеф, когда мы уже сделали там первую игру, сделали движок, первую игру, он сказал, вы только сейчас в самом конце не начните прикручивать туда какой-нибудь Lua. А я так спросил, что такое Lua? Мне сказали, это скриптовый движок. Я ничего этого не знал. Я открыл, посмотрел, подумал, скрипты, такое чудо, я мог бы вынести кучу этого всего. Да. За 3 дня прикрутил туда скрипты, и этот движок, на нем потом в AVM Games сделали несколько игр. Но у нас было 2 параллельные группы программистов.
Игорь Сычев еще вот во второй был, он там был главным программистом. Он не захотел переписывать старый код, он сказал, я буду писать свой движок. И, кстати, вот Олег Роговенко, шеф AVM Games, он был достаточно умный человек, он и есть умный человек. Он подумал, ну хорошо, лишь бы как бы, ну ты пиши свой, а вы пиши, ну ты пиши Борьба свой. двух движков, короче. Вот, и мы сделали два движка. И тот успешный, тот, ну, то есть просто пишите, поддерживайте. Хотя, конечно, если бы мы могли договариваться и объединяться, это было бы лучше. Что такое движок? Вот чуть-чуть перескочим, чтобы понятно было. Движок, грубо говоря, это библиотека, которая за тебя реализует общие задачи, которые есть в том типе игр, которые ты делаешь. Например, ты делаешь шахматы, значит, у тебя будет какое-то поле, какие-то правила ходов на этом поле, какое-то правило отображения этого поля. И там ты можешь быстро это задать, просто вот так поле у меня задается там, не знаю, картинками. Ходы задаются там такими-то анимациями, там, не знаю, 2D, 3D, неважно. То есть ты можешь это сделать быстро. И когда тебе нужно сделать продолжение, вторую часть игры или там новую игру какую-то, но на такой же собственной механике, то, грубо говоря, вот весь общий функционал тебе менять не надо. И вот весь общий функционал называется движок. Окей. Принято. Я просто немножко из контекста вырвал вопрос следующий, но чтобы понимать. Ты написал свой движок. И товарищ твой тоже написал свой движок. Что дальше? Дальше параллельно выпустили несколько игр. Вот, одну за одной там выпустили несколько игр. Вот, они все принесли деньги, все хорошо, я получил бонус, купил себе первую бэушную машину и был счастлив. И, кстати, тогда я косил от армии, потому что мне казалось, что если меня заберут в армию, и кто-то другой программист закончит игру, а тот, кто пересекает финишную черту, ему достаются все лавры, и поэтому хоть ты 10 лет там писал, что-то делал, но тот, кто финальную поставил точку, тот и победитель. Поэтому я всеми способами тогда пытался не пойти служить в армию. Получилось? Да, я был тогда приписан к Могилевскому военкомату, я придумал такую схему, что я ведь прописан, меня выписали в никуда, меня выписали, как только я закончил учиться в институте. Я проживал как бы на квартире, но меня никто там не прописывать не собирался. Вот. И я был прописан в Витебске у родителей. И я сказал, что я не должен тогда идти от Могилевского военкомата. И написал в Министерство обороны письмо, что меня бы перевели туда, и почему описал. И из Министерства обороны пришел мне ответ. И так, кстати, да, они выдержали все сроки, что да, вы имеете право прямо с этим же письмом приехать в Витебский военкомат, вас будут переводить. В чем была суть? Я рассчитывал так дни и тянул резину со здоровьем, чтобы к тому моменту мне хватило времени, и я быстренько с этим письмом приехал, и нужно было меня перевести документы, а перевод документов из одного в другой военкомат, это не так просто. Сейчас, может быть, уже все в электронном виде, сейчас, может быть, это мгновенно делается. А тогда не было ничего в электронном виде, и тогда это была процедура такая. Письма отправлялись через почту, потом они шли, то есть, все эти дела личные, и это была долгая процедура. А потом я мог сказать, что я что работаю в Могилеве, а раз я работаю в Могилеве, я передумал, я хочу снова быть в Могилевском военкомате. В общем, я сделал пару раз я сделал этот финт ушами, но потом остался в Витебском военкомате, и сразу для тех, для зрителей скажу, что я в армию все-таки попал. Так что но мне хватило времени от нее покосить и все-таки выпустить свою игру. И я знал, что да, все, я ее довел до конца, она выпущена в про, то есть она до сих пор есть? Она до сих пор есть. Первая моя игра называется Romance of Rome. Вы ее можете скачать спокойно. Я уверен, что... Это Android-приложение? Нет. На тот момент, когда я ушел из AVM, до того, как там появились все эти Android-приложения, и поэтому она была точно под Windows сделана. Вот. Я допускаю, что сейчас ее кто-нибудь в AVM Games портировал еще на что-то. Окей. Вот. Я так полагаю, после этой кампании ты попал в армию? Нет, я попал в стартап, который начали мои друзья. Мои друзья начали стартап. Вот расскажу немножко о стартапах. Когда стартап начался, вначале было все классно. А потом он немножко там один человек вышел, знаете, как бывает, один из друзей там чуть-чуть спрыгнул в другую контору, а в стартапах обычно все тонко. То есть чуть-чуть кто-то спрыгнул, значит, кто-то должен закрыть эту дыру недостающую. И стало трудно. Мы там чуть-чуть не успевали, и где-то целый год работали
целый год работали там. Ну, можно сказать, я работал практически без зарплаты. А я еще тогда сделал глупость, женился. Никогда не женитесь, если у вас нестабильное финансовое положение. Потому что вам припомнят все, что вы обещали. А понимаете, часто бывает так, что вы как избиратель, ну, как президент на избирательном участке, вот перед избранием вы столько всего наобещаете, чтобы электорат за вас проголосовал. А потом вы скажете, что да, я все это буду выполнять, но потом на пенсии, там, мы съездим на море, мы там все купим, но потом. Вот. А все же хотят наслаждения здесь и сейчас. И поэтому, вот тогда наступили тяжелые годы, реально наступили трудные годы. Жена тогда разочаровалась во мне, ушла. И, кстати, с одной стороны, было тогда тяжело, а с другой стороны, это меня и мобилизовало. Какие это годы были? 9-й, 8-й примерно, чтобы ориентироваться? Было лет 7 назад. Окей, то есть 13-й где-то, 12-й год. Вот, где-то вот так. И я вернулся обратно к родителям. Вернулся из Могилева в Витебск. У меня уже тогда было несколько игр законченных, все остальное. Из AVM Games я ушел в стартап. В стартапе там я не был успешен. Не то, что там было трудно. Было трудно, и плюс семейные неурядицы, мне на все стало наплевать. Трудно было в плане программирования? Нет, программирование, кстати, в стартапе наоборот. Программирование было самое классное и интересное. Это было реально вот просто огонь. Но в плане отсутствия денег и вот других каких-то проблем, мне на все стало, на какое-то время стало на все наплевать. И я просто вернулся к родителям. И, не знал вообще, что делать. Тогда я сходил в армию, вот, и у меня родственники, они занимаются спортом, и они, нашу сборную по тяжелой атлетике тренируют. Вот. И я просто ходил, лето тогда было, я просто ходил к своим родственникам потренироваться тоже, и чтобы они технику показали где-то что-то. И они мне говорили, что ты знаешь, что у тебя машина есть, а детей нужно отвезти, там, государство выделяет деньги для детей, что их кормят и все остальное. Но как обычно у нас сделано, столовая находится в центре города, спортзал находится на окраине города. И когда летний лагерь, например, детский, то на своих собственных машинах тренера возят детей и все остальное. И мне говорили, ты поможешь нам. И я просто тогда возил детей в столовую, тренировал маленьких таких вот шпендиков, там, рассказывал им, как приседания делать правильно, с гантелями. И я не был официально трудоустроен, но мне тренера даже там, когда там соревнования были, какие-то копейки даже, чтобы было честные люди, там даже какие-то копейки давали. То есть ты выгорел, да, на то время? На то время я выгорел, да, и я просто занимался, чем я занимался? Я все равно писал C++ дома по вечерам. Все равно я писал какие-то вещи, которые мне было интересно, какую-то графику подписывал, вот. Но с большего я просто ходил в спортзал и тренировался. Тренировался сам, тренировал маленьких детей со своими родственниками. Вот так продолжалось до тех пор, пока мне дядька родной не сказал, что ты нам чешешь, что ты программист какой-то. Мы не видели, вот ты видишь, мы тут штангу поднимаем, я 200 могу поднять, вот тут кто-то 200 может присесть. А ты и присесть нормально не можешь, и никакой ты не программист. Если бы ты был реальным, настоящим программистом, а не лохом, так он мне и сказал, ты бы уже давно где-нибудь в Минске бы работал. Мотиватор. И мне обидно тогда стало. Вот тогда мне было обидно. Я тогда подумал, вообще, я же честный программист, и действительно у меня есть несколько игр законченных, там в титрах написано мое имя, это я участвовал. Вот. И мне стало реально обидно. Я подумал, что никто меня не понимает. Плюну я на все, поеду действительно в Минск. Пришел к другу к своему, и так еще случилось, что наложились обстоятельства. Один из друзей мне сказал, покажи, что ты делаешь. И я показал ему казуалки, которые я делал. Сказал, ты какой-то, делаешь для девчонок что-то, ерунду какую-то, а мы казуалки делали действительно для девчонок. У казуалок такая аудитория просто. И он сказал, вот танки. Давай поиграй со мной в танки вместе. Я поиграл в танки. Он говорит, прикидываешь, пацаны наши, белорусы, сидят, делают танки. Вот нормальная игра. А ты делаешь фигню. Зачем ты вообще, ты жизнь просто впустую тратишь. Я подумал, что, действительно. Я поискал интересные компании, которые делали, и подал свое резюме. Оказалось, что один из парней, который
на тот момент в AVM Games был моим учеником, я его учил, он уже здесь был лид UI на больших танках. Я ему написал, говорю, что, мол, так и так, хочу как бы свое резюме, и через него меня взяли сюда на работу. Вот, ну, то есть, как бы через постель получается. Вот. Ну как, я прошел собеседование, там было собеседование, мне там задали вопросы, там, что там такое, там, new delete, там, всякие дела. Я ответил, что знал. Меня взяли на работу, дали мне зарплату, и я начал здесь работать. И когда я сюда пришел, я сразу понял, что, ну, надо было раньше сюда ехать. Сколько лет назад это было? Ну, лет 6, получается, уже где-то. Ну, 5. 5 точно. Может, 5,5. Ты пришел сюда и сразу работал над ядром танков? Нет, я попал в команду блицов. Я думал, что я в танки попаду, но мне показали блицы, и как бы я просто предложил свою кандидатуру своему товарищу. И он, я так понял, закинул ее во внутреннюю систему поиска кадров. И я так понял, что ребята с блицов, именно с мобильных танков, меня урвали. Тем более, как бы, ну, не знаю, может, им было, я был более интересен. А я посмотрел, поспрашивал, что они делают, и я подумал, то, что надо. Ну, потому что я любил кросс-платформу, я этим как раз занимался. Вот. Я к тому времени уже портировал пару игр на Android. То есть, ну, у меня был такой опыт, вот когда в стартапе я работал. То есть, поэтому... Ну, они меня поспрашивали, им как раз такой человек и был нужен. И сейчас ты продолжаешь работать над блицом? Вот именно этим я и занимаюсь. Я работаю над блицами. Я бы даже сказал, вот, кстати, могу тоже для начинающих, для молодых, для джуниоров рассказать. Сейчас есть в интернетах такая популярная тема. Нигде не задерживайтесь больше, чем на 2 года. Как бы вот, потому что вы засидитесь, вы ничего знать не будете. И так как вы ничего знать не будете, все плохо, нужно постоянно что-то новое. И очень большая текучка кадров. Очень многие приходят, уходят, 2 года работают, уходят. Могу сразу сказать, что это полный миф. Как я, например, подхожу. Вот сейчас, например, вот, ну, я могу прикладные какие-то вещи рассказывать. Ну, даже вот сейчас вот расскажу. Вот приходит к нам человек, он первые полгода только... в сборку в проекта, во всякие нюансы въезжает. То есть он как бы понимает, потому что проект, когда большой, и когда у него есть уже легаси какой-то, ты не можешь что угодно там поправить. Ты должен знать нюансы, знать какие-то... И они правятся медленно, и очень надо аккуратным быть в нюансах. И поэтому пока ты въедешь во все это, ну, минимум полгода проходит. Я не верю, что там человек за 2 недели разберется в проекте, который до него писали, ну, больше 5 лет. То есть вот 7 лет моим блицам. То есть вот если человек думает, что он за 7-летний проект за 2 недели разберется, ну это миф, это иллюзия. Он что-то поймет, конечно, какую-то часть, но глубоко в каких-то нюансах никогда. И поэтому, когда ты отработал вот хотя бы 2 года где-то, и когда ты действительно глубоко понял проект, ты глубоко видишь вот насквозь, понимаешь, что в нем лучше поменять, что хуже, какие изменения долгосрочные, какие, ну, не очень, как лучше, какие технологии в первую очередь брать, какие ты уже видишь примерно через год, мы все равно переключимся на другую какую-то технологию. Ты намного глубже это понимаешь. И если тебе интересно, ты будешь развиваться по-любому. То есть вот, например, у нас сейчас 2020 год, у нас блицы полностью пишутся на C++ 17 еще с прошлого года. То есть, как вы понимаете, компиляторы только перешли на новый стандарт C++, да. Мы уже в блицах, ну потому что я вижу, что программистам нравится играться с этими технологиями. И программисту должно быть интересно работать. А моя команда как раз отвечает за то, чтобы мы, ну, одно из их, чтобы там были новенькие плюсы, чтобы был фан какой-то. Потому что, ну, приходят студенты, которые хотят поиграть с крутым новым модным C++, а им говорят, типа, нет, только C++ 98. С одной стороны, это хорошо, я люблю C++ 98, он понятнее, скажем так, в нем нет каких-то, ну, странностей. Вот. Но с другой стороны, ну, надо, чтобы большему числу людей было интересно. И какие-то вещи можно на старом добром C написать. Вот. И вот эта вот вещь, что меняете постоянно трудоустройство, я могу сказать, что вы будете получать в каждом новом месте, вы будете получать примерно 6 месяцев траты на разбирание, как у них все устроено, только потом вы начинаете более-менее быть продуктивными. Понимаете, то есть если я меняю 3 места по 2 года, я 1,5 года трачу просто вот на ту ерунду. Если бы я остался, я бы где-то год
был бы суперэффективен. Но это ты сейчас говоришь относительно продуктовых компаний. Это продукт, да. В аутсорсе там немножко попроще. Абсолютно, вот очень грамотно. Только там, где у вас продукт. Потому что вы видите, какой у вас курс, вы видите, что вы будете это делать. Вот именно поэтому, если вы в продуктовой компании, я советую вот две вещи делать. Первое – это идти в продуктовую компанию, которая вам нравится по технологиям. А второе – выбирайте себе хорошего начальника. Что значит хорошего начальника? Начальника, который намного больше вас знает, у которого вам есть чему учиться. То есть вот, чтобы вы понимали, вот вы приходите на собеседование, многие думают, что самое главное устроиться на работу. Нет, это абсолютно не важно. Если вы попадаете к классному начальнику на работу, вы через 3 года можете выучить больше, чем вы до этого за 5 лет просто знали. Это все, огромная разница. Вот, например, приходите вы в какую-нибудь контору, а там начальник адекватный, все умеет, все знает, и с коллективом у него отношения хорошие, и в технологиях разбирается, и гибкий достаточно, и там, и семья, и дети, то есть он адекватный человек. Вы, работая с ним, вы понимаете, по 8 часов минимум, а мы в продуктовых компаниях, вот как здесь, особенно когда фан какой-то, или когда переработки бывают, как у всех бывают, ты 12 часов можешь на работе проторчать. Вот, в результате вы очень много проводите с тем, кто вас как бы обычно старше и обычно, дольше в чем-то. И поэтому хотите вы или не хотите, это именно для джунов объясняю, вы перенимаете привычки этого человека. Если ваш начальник, грубо говоря... Ты говоришь сейчас про тимлида больше, да? Про твоего куратора. Да, скажем так. Не про линейного какого-то руководителя? Лучше, чтобы и линейный был такой же. Лучше, чтобы и линейный. Вот у меня линейный такой же. То есть он все умеет, даже на вот какие-то банальные вещи. Например, у нас столовая на 1 этаже, а мы на 6. Я заметил, вот мой начальник Паша, вот, я заметил, что он после столовой пешком поднимается наверх. Он говорит, там же лифт, там очередь людям, я могу подняться 6 не так-то высоко. И я подумал, правильно, он делает правильно. Маленькая вещь, но я постепенно заметил, что я тоже хожу теперь пешком, так как делает мой начальник. Сейчас я понимаю уже, что вот так мы потихонечку выравниваемся. И какие-то технологии, и не только технологии, когда много с кем-то работаешь, ты очень быстро будешь прогрессировать, если у тебя есть за кем прогрессировать. Если ты приходишь на работу, а там шалтай-болтай, непонятно, кто чем занимается, технологии становятся, какая разница, какие технологии, важно, кто твой начальник, за кем ты идешь и как у тебя все получается. Если у меня был сын, я, по-моему, так и сказал, что вот просто выбирай, вот, что тебе в целом нравится, и ищи крутого начальника, и просто иди туда, хоть кофе носить, но через 3 года ты будешь все знать, все уметь. В какой позиции ты сейчас в компании? Я, там она красиво звучит, Lead Core Developer движка. То есть у движка есть, грубо говоря, такая часть, как рендер, ей отдельная команда занимается, а есть куча вспомогательной работы, которой никто не хочет заниматься. Это сборка, это какая-то кроссплатформенная работа. Я отвечаю в основном за все платформы. То есть, чтобы наша игра работала и на Mac, и под Steam, и на Windows 10 Store, вот, и на iOS, и на Android, вот, и чтобы все это, и чтобы программисты, скажем так, самого геймплея вообще на это не отвлекались. Понятное дело, что им приходится иногда отвлекаться, но чтобы им поменьше приходилось на все это отвлекаться, чтобы они занимались, писали просто код геймплея. Слушай, а это не прийти к тому, чем ты хотел заниматься? Ты же хотел игру разрабатывать, а ты по итогу периферией сейчас занимаешься. Вообще, как было дело? Когда я попал в AVM Games, это хохма, я тогда Олегу Роговенко сказал, что вообще-то я хочу быть не программистом, а хочу быть дизайнером. Мне он сказал, да, хорошо. Но сейчас нам не хватает программиста, ты тут поделай немножко, попиши код, а потом у нас, будут возможности, и мы, будешь дизайнером. И с тех пор я программист. То есть вот так получилось. Тут я не то, что именно... Я чувствую, что я часть игры, то есть у меня нет такого, что вот я именно геймплей должен писать. Вот чтобы я показал там, мама, смотри, вот у танка пушка крутится, это я запрограммировал. Все в порядке. То есть у меня нет такого, что я... То есть не знаю, я написал там какую-то часть сборки на CMake, или там кто-то еще другой мне помогал в этом. И у меня нет такого, что вот это не важно. Это еще как тоже важно. То есть все в порядке с этим. Мы закончили на том, где ты сейчас работаешь, в какой должности, немножко поговорили. Это все была вводная часть. Сейчас давай перейдем к C++, к технической большой части. Начнем с того, вообще откуда плюсы появились, и как они развивались,
что есть на данный момент в плюсах? С одной стороны, C++ сейчас одна из самых, я бы сказал, доминирующих технологий. И бурно, ну, у нее сейчас бурный рост, стандарты один за другим выходят сейчас. Уже 2020 года стандарт. Ну, я думаю, он уже почти в финале готов. Что значит стандарты? У плюсов как-то каждый год выходят новые релизы? Начали. Первый был 98-й, потом 3-го года, потом 11-го, 14-го, 17-го. Вот сейчас будет 20-го года стандарт языка. В стандарт обычно добавляются какие-то расширения как самого языка, так и библиотеки. Вот. В результате получается, что чем хорош стандарт? Если... Библиотеки, извини, ты имеешь в виду... Стандартные библиотеки. Да, стандартные библиотеки C++. Вот. Грубо говоря, если вам нужно что-то сделать, и это можно сделать через стандартную библиотеку, то это, ну, есть огромная гарантия, что это будет работать через 200 лет. Практически вся стандартная библиотека, которая была в 1998 году, до сих пор поддерживается. Если там были какие-то странности, то это задеприкейтили и убрали. Мощная поддержка снизу идет. Да, поэтому, если взять, конечно, есть вот C-Sharp, вот как ты вот работаешь, там стандартная библиотека C-Sharp, она просто божественна, в ней есть все. О чем только можно поменять. Хочешь окошки, хочешь сетевое какое-то взаимодействие, хочешь файловую систему. Ты имеешь в виду сейчас фреймворк наш, да. .NET? Да, в .NET есть абсолютно все, что может только понадобиться. Я даже не знаю, чего там нет. Там, по-моему, даже нейронные сети добавили. Ну, это обертка ML.NET, обертка над Python, по-моему, если я правильно помню. Ну, в общем, там... Но, тем не менее, у нас поддержка снизу не самая лучшая. Мы сейчас перешли на новую версию .NET Core, и много чего из .NET фреймворка обычного пока еще не поддерживается в коре. В чем выигрыш C++? Вот давайте представим себе, вот если вот меня слушают новички, вот чтобы они просто представили свой компьютер, и вот, например, у них открыт браузер. Ну, у большинства нас смотрят через браузер, я думаю. У вас браузер только двух вариантов. Ну, большинство. Это Chrome или Firefox. Согласен. Ну, большинство подавляющее будет Chrome, поэтому его возьмем. Chrome написан... В Chrome крутится сейчас... Ну, наверное, ютубчик, который на страничке работает через JavaScript. JavaScript, казалось, все на нем пишут. И казалось, ну, это доминирующая технология. Но этот JavaScript крутится внутри V8. V8, насколько я помню, сейчас уже, может, он V12 называется. Раньше это был V8, когда я с ним игрался. Вот. Это движок, написанный на C++. Для того, чтобы на лету конвертировать JavaScript в байт-код. Ну, а этот же байт-код сразу на лету конвертируется обычно на системах прямо в нативный код текущего процессора с экранированием специальных инструкций, чтобы была как бы песочница, чтобы этот JavaScript не мог сгенерировать что-то такое, что выскочило куда-то, ну, за пределы этой песочницы. Байт-код ты имеешь в виду тот же самый, который и обычная Java? Ну, который Java делает, или машинный код? Нет, именно байт-код машины от V8. А вот этот вот байт-код еще раз преобразуется уже в нативный код, но со специальными ограничениями, чтобы не выпрыгнул из песочницы. Ну, так было раньше, по крайней мере. Я не слежу за этой технологией плотно, но я думаю, там сильно ничего не меняется. И вот если мы посмотрим дальше, получается, этот C++ кто-то должен был написать. Сам этот движок встроен в движок общий, который называется Chromium. Он весь тоже написан на C++. И он и файловое взаимодействие, и графику рисует, и сетевое взаимодействие осуществляет, и звуки микширует с разных вкладок. Одновременно вы можете там делать все, что угодно. И все это взаимодействует через операционную систему. В user space нужно понимать, что, ну, как это происходит. То есть не на уровне ядра, где вы напрямую с железом взаимодействуете, а на уровне пользовательской программы. Чтобы чуть-чуть вот глубже это почувствовать, нужно понять, что на уровне пользовательской программы, что бы мы ни захотели, мы всегда об этом просим операционную систему. Мы, грубо говоря, просим операционную систему: дай мне, пожалуйста, память. Операционная система: открой мне, пожалуйста, вот такой файл. Операционная система: а есть ли такой файл? Операционная система: а можно вот этот сокет сетевой там открыть? А можно то? И операционная система производит эти действия, и потом нам дает результат какой-то. И мы всегда сидим в нашей памяти полностью. Если что бы мы там ни написали, в худшем случае мы просто закроемся, скрашимся. Так вот, если посмотреть на весь этот стек, и в конце ядро операционной системы, которое написано обычно на C++, и драйверы, которые непосредственно на железе крутятся. Вот. Это тоже написано в основном на C, тоже C++ иногда используется. В результате получится, что если мы по количеству пользователей на планете посмотрим, то доминирует JavaScript. Там этих фреймворков JavaScript, их бомбическое число, я не знаю сколько.
просто так много, что их не упомнишь все. JavaScript там все время, там, через стандарт ECMAScript все время улучшают. Там новая версия. Не знаю, какая сейчас, 7-я, какая сейчас самая новая. ECMAScript? Да. Ой. Я тоже не знаю. Там, по-моему, уже 16, они же по этим... По годам уже начали нумероваться. ES по году предыдущему, а ECMAScript, по-моему, идет по году текущему. Последняя цифра, может, 9-й. Могу ошибаться. Не суть важна. Да, и мы приходим к вот этому ощущению, если вот следили за мыслью, то видно, что огромный стек этих технологий, он только в конце начинает сильно разрастаться, ветвиться и разниться. А все до этого – это C и C++. Это абсолютное доминирование. То есть, грубо говоря, если мы возьмем, например, .NET. .NET написан то же самое, как и Java. У них есть своя виртуальная машина. Которая тоже работает на... Да, которая тоже написана на C++. Да. Вот, в результате, если вот вы рано или поздно, вот вы, например, начнете изучать Java, то рано или поздно вы захотите подумать, а вот почему у нас вот так работает garbage collector? А вот для моих задач, вот для конкретных моих задач, вот здесь, и garbage collector можно было бы переделать вот так-то, и было бы лучше. И тогда вам придется спуститься на уровень Java виртуальной машины, залезть в исходный код на C++, это garbage collector, и подправить его напильником так, как вам нужно, вот под ваш конкретный сайт или под ваш сервис, или то, что вы пишете. Сборщик мусора можно подправить? Конечно, без проблем. Вот. И в результате получается, что я хочу, вот, чтобы люди поняли, что если вам нужен C++, если вы вообще хотите в это вкладываться, вам нужна большая тяга к этим знаниям и во всем этом разбираться. Именно глубинным. Да. Потому что вы тоже где-то за полгода можно освоить классно Яву, сдать сертификацию, прийти к любому работодателю и сказать: вот сертификат, вот я хочу быть Java-программистом, я заплатил $200, все сдал, я классный программист на Яве. И вас возьмут в какой-то банк, и вы будете хорошие деньги работать, получать. Но вот, грубо говоря, в геймдеве это все по большей части не нужно. Потому что в геймдеве вам нужно сделать так, чтобы игра работала на самом дохлом корче, который есть у пользователя. И не дай бог, он чуть-чуть будет глючить где-то, а у вас старый корч 5-летний какой-нибудь. Вот, пользователь скажет: все, картошка не смогла, у меня крутое железо на самом деле, и все. В результате получается, что у вас как бы выбора нет, вы вынуждены использовать максимум того, что использует железо. Но есть какой-то баланс между тем, сколько у вас разработчиков, какого они уровня, и как быстро они могут какие-то добавлять новшества в игру. И тут получается, что скрипты и высокоуровневые языки быстрее, они помогают не отвлекаться ни на память, ни на какие-то скорость. Ты просто пишешь, и оно работает. Но ведь плюсы тоже являются в настоящий момент достаточно высокоуровневым языком. И даже сборщик мусора там тоже можно сделать свой, автоматизировать. Нет? Сборку мусора. Нельзя. Ну, скажем так, есть способ, как прикрутить к C++ сборку мусора. Есть способ. Но это не то, чем... Вопрос в том, если C++ он хорош, на нем все базируется, почему возникло настолько много всего вокруг, все эти языки? Если уровень абстракции плюс-минус один и тот же. Уровень абстракции не один и тот же. Если взять Java, C#, C++, вот как твое мнение? Если взять вот эти три языка, я бы сказал тогда так. C# из них я поставил на первое место как самый навороченный, на второе место Java, а C++ его уровень абстракции намного ниже. То есть, если вы возьмете книжку какую-нибудь «Банда 4», там, вот про шаблоны, ни один более-менее модный шаблон на C++, вот так, как он написан, он не делается никогда. Просто потому, что... Она разве не на плюсах? Я уже не помню. Дело в том, что если возьмете, по-моему, на Яве она была. Там, по-моему, для нескольких языков были примеры. Идея в том, что если вы берете, например, просто Java или C#, вы пишете какой-то конструктор класса, вы вообще не паритесь о том, сколько он занимает места. Вы не паритесь, в каком порядке методы и члены класса этого расположить. В C++ адекватные люди их располагают всегда в порядке убывания. Сам первый, самый большой, потом меньше. Убывание по коду? В убывание по порядку, да. И по размеру структуры, типа данных, которые они используют. Для того, чтобы меньше были, чтобы не было дырок пустой памяти, которая не используется. Чтобы чаще в кэше попадать и все остальное. То есть я это все к чему говорю? Я это к тому говорю, что
Вот мы взяли 2 толковых студентов. Один через полгода Явы сможет уже устроиться в банк и зарабатывать деньги. Второй через полгода C++ станет только чуть-чуть джуном. Чуть-чуть начнет понимать, что творится. Чуть-чуть начнет понимать, что происходит, да. Вот. В результате на Яве можно, это на C# можно писать многопоточность, и в ней все равно будут баги, но ее писать намного проще, чем на C++. Но и быстрее. И писать ее быстрее, да. То есть и в этом плане какие-то вещи вы значительно выиграете. Но как только вам нужно будет вот что-то сделать по-настоящему массовое, вот просто... Массовое ты имеешь в виду под нагрузку, да, что должно бы работать? Либо... Да. Все серьезные, вот Google, у них первый язык это C++. Яндекс, насколько я знаю, у них тоже первый язык это C++. То есть в конторе массовый самый. Потому что как только тебе нужно что-то сделать очень энергоэффективным и очень быстрым, выбора на планете нет. То есть я не хочу сказать, что он классный C++. Он ужасен. Вот реально, он просто хуже нет. Но ничего и лучше нет на планете. Еще хочу важную вещь сказать, что сейчас такая тенденция пошла в плане вот C++ это очень круто, модный C++, а все, что было старое, плохо, а C вообще ужасная вещь, ни в коем случае не используйте C. Я хочу сказать, что это такая иллюзия, которую предостеречь молодежь. Дело в том, что наоборот, C и C++ неразрывные, это одна технология. То есть, если вы возьмете какой-нибудь современный Qt-фреймворк, например, вот Android, просто возьмете Android. Ядро Android — это ядро Linux, написанное полностью на C. Верхняя какая-то часть Java виртуальная машина, там не Java, у них Dalvik виртуальная машина, написана на C++. А уже прикладной софт пишется на этой Dalvik виртуальной машине, то есть на Java он пишется фактически. Либо Kotlin сейчас. Да. То есть, грубо говоря, нижний слой и средний слой такой системный, он пишется на C++, и он вот так объединен, он просто неразрывен. Поясни тогда, почему появилась необходимость создания C++, если был такой классный C, почему на нем не продолжить? Было бы все делать. И почему, когда появился C++, все, что было сделано на C, не заменили на код плюсовый? Сейчас расскажу. Смотрите, как получается. В C++ на то время, когда его Бьярн Страуструп начал создавать, была очень модная парадигма ООП. Она была настолько модная, что все думали, что только так и нужно писать код. Сейчас я могу сказать, я думаю, уже много кто высказывался, что это одна из парадигм, она может быть удобна, если люди умеют ее готовить, но она ничуть не лучше других и, скажем так, иногда может даже ухудшить систему. Приведу пример, чтобы было понятно именно новичкам. Например, вот так меня учили в институте, Слава Башаримов меня так учил. Он говорил, мы пишем ботинки, точка, и ботинки это объект. И мы посылаем ему сообщение. Точка, завязать, это сообщение. Открываем скобочку и передаем параметры. Левая рука, правая рука, шнурки. Херня какая-то. И получается ботинки, точка, завязать, и передаем шнурки, и передаем ему руки для того, чтобы это сделать. Но точно так же вы можете сказать, что вы можете написать просто функцию, назвать ее глобально, назвать ее завязать, и передать в параметры ботинки, запятая руки, запятая шнурки. То есть кто-то скажет тогда, как сегодня мне студенты говорили, что когда я пишу ботинки, точка, то я понимаю, что я буду модифицировать состояние именно этого объекта. Угу. Но не факт. Когда вы открываете скобки по ссылке, по указателю, как вы передали эти объекты, вы, возможно, и те другие объекты тоже будете модифицировать. Поэтому гарантировать, что только этот объект модифицируется, тоже нельзя. Пиши чистая функция. Да, получается, нужно писать на старых этих языках типа Schema, Lisp и всего остального. Но это тоже неэффективно, может быть, по скорости, потому что все-таки железо, компьютер само по себе, это стековая машина. И лучше делать так, как он работает. Он регистр и стек. И то есть чем ближе ты к железу, тем быстрее ты можешь это все разогнать. Поэтому получается, что C и C++ это одна общая технология. Я именно сторонник этой мысли. Возьмите любой какой-нибудь фреймворк, Qt возьмите, в нем будет загрузка PNG файлов, картинок, например. Это будет старая добрая libpng библиотека, написанная на C. Будет какое-нибудь открытие zip файликов, это будет zlib.
библиотека. Тогда мне все равно остается вопрос, вот ты говоришь, что парадигма ООП это не панацея, потому что другие тоже есть, имеют место быть. Почему тогда плюсы остаются на плаву? Но есть Пишу есть ключевой момент, который, я считаю, лучше всего Александр Степанов написал в своей книжке «Начало» программирования. Она так называется «Начало». То есть он настолько, я так понимаю, или зазнался, или настолько он понял, что это фундаментальный труд, что он вот как, не как Пифагор, а кто это создал? Вот «Начало» кто написал? Я только фильм знаю. Вот, но это была книжка по геометрии в Древней Греции. Вот. И вот она называлась «Начало». По-моему, может, даже и Пифагора я создал. Возможно. Я не берусь вспомнить. И вот он сейчас такую же книжку сделал только для программирования. В чем вообще идея была? Идея C++, я считаю, базируется на двух серьезных концепциях. Первая концепция – это концепция деструкторов, которой нет в C вообще. В C ты, если что-то выделил, там, открыл файл, тебе нужно самому помнить, что его нужно закрыть. Вот. И так и с файлами, с памятью, с какими-то сложными действиями, все что угодно так может быть, с какими-то дескрипторами и всем остальным. А в C++ ты можешь создавать объекты, которые автоматически разрушаются, и порядок их создания и разрушения специфицирован, грубо говоря. В результате ты просто гарантируешь, как это происходит. Этого, кстати, нет ни в Java, ни в .NET, и это ужасно. Потому Деструкторы что есть везде. они есть, они из финализатора, они там называются, но у них беда есть огромная. Ты не можешь гарантировать время их вызова. И когда ты не можешь сказать, я хочу разрушить этот объект сейчас. В результате в Java и в .NET, когда, например, создают... Не, подожди, ты можешь вызвать финализатор явно. Явно вызвать финализатор. Никто этого не делает, потому что у нас есть garbage коллектор, который вроде как нормально работает, и он сам там... Может быть, время прошло, я устарел, но нельзя было их вызывать. Почему? Потому что garbage коллектор, ты не знаешь, в каком потоке, на каком ядре он будет запущен. Как было раньше, когда я на Java еще писал. Финализаторы они были, но считалось, забудь про них, как будто их нет. Вот. И что делать, если ты создаешь какую-нибудь жирную картинку в 4К, какую-нибудь здоровую, там на 20 мегабайт и больше. Вот ты загрузил такую картинку, показал пользователю, а он кликнул на следующую фотографию. И ты загрузил следующую, а эту можно выгрузить, например, освободить память. В результате это все делают отдельными методами. Ты прямо выделил, и поэтому что в .NET, что в Java, все равно все такие жирные вещи руками нужно удалять. Грубо говоря, там, где тебе нужен перформанс, ты все равно будешь работать в таком C++ стиле. И сам руками будешь менеджить ресурсы. Окей, это первое. Это первое, да. А вторая, она связана с математикой. Ни в одном другом языке нельзя написать, может быть, я не знаю просто, как это сделать, но нельзя написать... есть попытки в Python это сделать через метаметоды, в JavaScript тоже, но они не такие красивые. В C++ ты можешь написать универсальный алгоритм, например, там find if. Написать универсальный алгоритм и сказать, вот у меня, я передаю там начало какой-то, коллекцию какую-то, и мне нужно найти объект, для которого этот предикат там true. И написать это так, чтобы это работало через 5 лет, через 10, и в принципе всегда, потому что это пишется математическим языком. Вот такого, это придумал Степанов, он придумал, как эти шаблоны делать, как этот STL делать, он все это придумал. К тому, что там очень устойчивая структура этого мотоаппаратора, который не меняется. Да. И это мало того, что она устойчива, он объединил то есть, смотрите, у вас есть деструкторы, у вас есть устойчивая математика, вы можете, если вы какой-то алгоритм проверили, вы можете, вы точно знаете, что там find if, std find if, там в стандартной библиотеке, он правильно написан. И вам даже не нужно переживать об этом. Даже если самый начальный джуниор, вы можете заиспользовать это, вам просто нужно правильно передать ему аргументы, и все будет хорошо. Так мало того, C++ это скомпилирует в абсолютно максимально быстрый нативный код для целевого микропроцессора. И это не может больше никто. И это можно сделать. Понимаете, что у вас получается? У вас получается идеальная математика, которую вы можете сделать, идеальная с точки зрения алгоритмов, максимально быстрая. И одновременно вы получаете... математически, доказательно уверены можете быть в том, что вы правильно сделали. Понятное дело, что в больших программах,
Ну, так не получается сделать. Тем более мы спешим, мы там что-то забываем, не проверяем, ничего там. Поэтому, но с точки зрения, грубо говоря, если вы вот стандартные алгоритмы берете, они универсальные, они будут работать. Если вы на базе них сделаете какой-то свой, никаких проблем, проверить его прекрасно, он будет прекрасно работать через 5 лет, через 200 лет. И так как он заточен будет под те типы данных, которые даже появятся в будущем, и они будут просто байтики в памяти, к которым вы напрямую имеете доступ, то вы можете генерировать такой ассемблер, который будет максимально быстрым. Другими словами, если вы хотите в C, например, отсортировать, в C вы хотите, ну, какие-то вот массив у вас каких-то структур. Каждая структура, пускай там по 200 байт каких-нибудь там, 254 байта, пускай там такая вот непонятная структура. Взяли там довольно-таки жирненькая, и вам нужно их отсортировать. И вы берете, вызываете, вот, ну, есть Quicksort, он в C-шной библиотеке прямо стандартный. Вам не надо его реализовывать, он стандартный. Как он работает? Вы передаете начало, передаете конец, передаете смещение, ну, размер элемента, грубо говоря, и передаете функцию, которая void принимает, ну, указатели на память принимает. И вы сами должны передать эту функцию, которая будет сравнивать, ну, что меньше, что больше. Вот, также, и что будет делать этот алгоритм? Он вообще не понимает, что происходит, но у него есть способ сравнивать, грубо говоря, эти участки памяти. И он может эти участки памяти двигать. Вот. А теперь представьте себе, и лучше вы не можете написать эту реализацию на C. Хотя на самом деле, допустим, в этих структурах везде все одинаковое на каком-то этапе выполнения вашей программы, а отличаются только 5 байт, ну там 8 байт отличаются, а все остальные вообще одинаковые. И вам можно было двигать только вот какие-то части. В результате вы не можете что-то придумать, сделать. А в стандартной C++ библиотеке можете. В стандартной C++ библиотеке вы можете передать ваш тип как параметр шаблона и перегрузить для него операцию. Тогда почему в C нельзя перегрузить эту стандартную реализацию? То есть, получается, в плюсах эта реализация полностью переделана? В плюсах она сделана на уровне шаблона. В результате в C вообще нет шаблонов. То есть в C это просто никак невозможно сделать. В C ты вынужден написать одну единственную версию этой функции, там Quicksort, и сделать ее универсальной для всего. И это будет хорошо работать, но она будет универсальной. Но если ты захочешь сделать 3 разные Quicksort, которые алгоритмически будут выполнять абсолютно одно и то же, но размеры типов данных, их оператор сравнения меньше, то есть, грубо говоря, код будет там где-то оператор сравнения меньше. Так вот, для, например, там треугольников это будет один какой-то код, для каких-то денежных типов это будет другой тип, для каких-то там координат это будет третий меньше. Но сам код, вот если посмотреть на нее как лексема, да, это будет просто одна и та же лексема, там оператор меньше. В результате получается C++ может посмотреть, увидеть, что вызывается оператор меньше. Он перегружен для этих операторов. И вот здесь, в этом алгоритме, я сделаю вот специфическую версию его. В результате C++ медленнее компилируется, значительно медленнее. Вот, в результате, но он может быть математически более, скажем так, долгосрочным. И он может быть намного быстрее. Понятное дело, что тут нужно быть осторожным. И если ты все делаешь на шаблонах, это ужасно. Я рекомендую не пользоваться шаблонами, если вы не понимаете, для чего они надо. У нас часто бывает, знаете, как студент прочитал книжку, у него глаза вот такие, что можно делать на C++ с шаблонами? Все, и дайте, я на работе буду сейчас писать что-нибудь на только шаблонах, то есть по-другому я работать не буду, мне только так и интересно. Это ужасно, надо как бы перейти через этот шаг и, ну, скажем так, разочароваться в них. Увидеть, какие огромные объектные файлы они генерируют, как все сложно, как все долго и медленно линкуется, разочароваться в них и начать их использовать точечно, вот там, где вот они нужны. Немножко такой отвлеченный вопрос. Почему C++? Был C минус-минус? Это уже Страус-Труп, он отвечал на этот вопрос. Мне было интересно, я я искал ответ на этот вопрос. Вот. Я забыл. Я помню, что у них был B-язык. Потом они назвали следующую версию C. А C был уже, по-моему, занят. И они как бы букву C оставили и добавили к нему плюс-плюс. Как-то так, потому что...
Что можно на плюсах вообще писать с точки зрения конечного продукта? Что можно сделать на плюсах? Ну вот игры. Пишут движки игр. Ну, я бы рекомендовал использовать язык C++ как наверное, самый лучший механизм для написания библиотек. То есть вам нужна крутая кроссплатформенная библиотека, именно кроссплатформенная. Используйте C++. Я раньше думал, что Java по-настоящему кроссплатформенный. Ну, .NET никогда не был кроссплатформенным, хорошо кроссплатформенным. Сейчас, может быть, лучше стало. Сейчас, может быть, там Mono появилась, там Core там уже появился. Может быть, стало лучше. Но все равно я сомневаюсь. Java всегда была кроссплатформенной. Там Windows, Mac, Linux более-менее работал. Вот. Но как только вам нужно чуть-чуть шаг в сторону сделать, а там нет виртуальной машины, все, вы уперлись. Пересобирать виртуальную машину, что сделать, это просто ад. Поэтому, сложно, неинтересно, долго, вот, и вообще может даже не получиться сделать за вменяемый отрезок времени, скажем так. Вот. Есть, конечно, железо, которое аппаратной инструкции Java, насколько я помню, виртуальной машины может молоть, но оно, по-моему, дорого стоит. Вот, поэтому... А C++ вы написали какой-то файлик, универсальный алгоритм, положили его там в хедер какой-то заголовочный файл, потом там, где вам нужно, подключили и заиспользовали. И это работает везде, где есть C++ компилятор. И это доставляет, это по-настоящему доставляет, потому что ты переключаешься на какую-то старую железку, которая еле там фурычит, и ты на этой железке думаешь, может соберется, может нет, запускаешь, и оно работает. И это просто восхитительно. Вот понятное дело, что там, где очень-очень обрезанное слабое железо, то там обычно только C. Вот. Но даже в этом случае профессиональные программисты на C++ применяют хак, когда они к C++ прикручивают свой бэкэнд и генерируют для старых компиляторов их ассемблер. А потом этот ассемблерный листинг подсовывают тому ассемблеру, который его умеет компилировать. В результате можно даже на самых передовых новых C++ там 17-20 писать код, и потом его транслировать в ассемблер, текстовый файл. Это можно на любом языке сделать, в принципе. Почти. В чем вообще выигрыш еще C++, чего нет в других местах? Вы можете гарантировать время операций. Понятное дело, что сейчас много ядер. Одни ядра там в телефоне включаются в энергоэффективный режим, они слабее. Другие, то есть время тяжело. Но если вы пишете ядро или пишете библиотеку, вам часто нужно гарантировать, например, что там ваша USB-камера, грубо говоря, быстрее, чем за какой-то, интервал времени, перешлет фотографию. И вы хотите просто гарантировать это. Вот. Так вот, это вы можете делать только на C и C++, потому что в .NET у пользователя все будет хорошо, или в Java, разницы нет, или там в Python то же самое. Но в какой-то промежуток времени у вас окажется памяти слишком много и вызовется очистка мусора. Вот. В любых языках, где есть очистка мусора, когда она, знаете, как закон подлости, она случится в самый неподходящий момент, когда вы будете на презентации показывать ваш новый фотоаппарат, который классно все копирует. И все скажут, он тормозит и лагает. Поэтому C++ я бы рекомендовал использовать именно тем, кто хочет писать. Браузер вам нужно написать, который пользует миллионы, миллиарды, я думаю, людей по всему миру. И вы хотите его написать настолько быстрым, настолько маленьким, по объему скачивания, настолько эффективным, с точки зрения микропроцессора, чтобы он не сжигал MacBook в ваших ногах. Вот. Чтобы это было, у вас нет выбора, вам придется использовать C++. Если есть возможность интерфейс как-то сделать попроще, никаких проблем, подключите питончик тот же самый, подключите, сделайте интерфейс попроще. Но если у вас сложный интерфейс, у вас тоже не будет выбора. Как только он превысит какую-то сложность, вам снова придется и интерфейс тоже писать на C++. То есть, получается, библиотеки, какие-то программы, игры, может что-то еще. Либо есть какой-то общий параметр, общая характеристика программ, которые на плюсах пишутся. Тут сразу логично вытекает скорость работы. Либо работа под нагрузками. Да, все критичное нужно писать на C++, я бы так сказал. Все критичное. Все равно, и причем каждый год от года C++ хоронили раньше, по крайней мере. Хоронили, говорили, все, он никому больше не нужен. Но так интересно получалось, что все время появлялись новые девайсы. И все хотят, чтобы они как можно дольше держали батарею.
В результате получается, что энергоэффективность сейчас один из самых классных параметров. Многие люди, вот играя в нашу блицунью, они параметры ставят поменьше, чтобы подольше поиграть, на еще один бой хватило. Вот, так можно выкрутить пара настройки в максимум, но меньше выдержит батарейка. Вот, поэтому вот этот вот трейд-офф между тем, что ты хочешь, он вот везде, где есть трейд-офф в плане энергоэффективности, везде C++ будут просто доминировать. Поэтому, а разница в подготовке программиста, ну, она будет занимать год-полтора, не больше. То есть год-полтора разница вот между... Можно научить хорошего парня научить Яве, и плюс 1,5 года этот же парень ничуть не хуже будет писать на плюсах. То есть за 1,5 года... Если он работает, и у него классный начальник, который уже все умеет. За 1,5 года ты человека научишь основам операционной системы, всему железу, вот, всему вот этому вот. Всему тому, чего не знает 90% современных разработчиков на высокоуровневых языках. Нам не надо париться. Я бы даже сказал, даже не то, что он сам всему научится, если он просто 1,5 года поработает в коллективе тех, кто это все знает и умеет. Ну, потому что у нас есть код-ревью, у нас просто так ты не вкоммитишь все, что угодно. Вот, то есть, ну, ему 10 раз скажут, что вот так не пиши, вот это неправильно. И через 1,5 года, естественно, он ему посоветует, какую книжку почитать, то есть... он через 1,5 года он будет, скажем так, он, может быть, не сорвет, там, не знаю, там пальму первенства какое-то, там он всех победит. Нет, но он будет настолько уверенно себя чувствовать, что он будет ногой открывать дверь на собеседовании любого там C++, в любую C++ контору. Окей. Что насчет парадигмы разработки на C++? Правда ли, что там только ООП исключительно и больше ничего? Не, вранье. Там, где удобно, и и вообще куча программ написано. Ну, там есть несколько парадигм. Кто-то вообще на метапрограммирование пишет, там шаблоны, макросы и все вперемешку. Кто-то пишет, скажем так, ближе в играх. Критичные вещи кода часто пишутся как вот C с классами, я бы так сказал. Вот когда-то Бьорн Струп делал вот C++, это было C с классами, вот так и пишут его. А только классы обычно пишут, вот когда приходит какой-нибудь парень, я вижу, как он пишет, я прям говорю, слушай, ты, наверное, на .NET раньше писал. Ну да. То есть вы не используете там солиды, вот эти вот все... Типа, все вот эти вот супер принципы. Да. Я рекомендую только один принцип. Паттерны все гофовские. Они не работают. В мире C++ они не работают. Я могу объяснить сейчас, почему. Они классные паттерны, они работают. Но есть такой принцип, который я считаю только один его нужно знать. Вот если вас на собеседовании спрашивают, какие там принципы, какие паттерны, там назови все, там вот, фасад, визитер, вы всех посылаете и говорите, есть только один принцип, мне вот сказали, так, на YouTube видел, он называется KISS. Keep it simple, stupid, да, вот. Все остальное не важно полностью. Вы смотрите, вот как оно работает так, чтобы оно, грубо говоря, вам нужно открыть файлик, прочитать с него байтик. И люди, которым вот проели голову этими принципами, они такие абстракции городят, вместо того, чтобы просто открыть файлик, прочитать байтик. То есть вот поэтому... Но ты говоришь, что это не работает, значит ли это, что вы вообще не используете никакие там паттерны, никакие там dependency injection? Наверняка же используете что-то. В геймдеве есть хорошая книжка, которую я всем рекомендую, она так и называется Game Dev Patterns, по-моему, так. Там для C++ примеры. Но там паттерны не в таком стиле примитивном рассказываются. Там, например, он говорит и про байткод. Он, например, байткод берет как отдельный паттерн программирования. То есть, понимаете, вот из мира там ООП, .NET, как или Явы, паттерн у нас это был, там тут пара интерфейсов, наследование через наследование, вот вуаля, новый паттерн. В мире геймдева есть вот, например, какие-то идиомы, они так больше называются, там P-Impl, например, там какая-нибудь вот такая вот, или вот такие жирные вещи, там вот как сделать главный цикл игры. Вот. То есть это больше такие паттерны уровня архитектуры всего решения. Они ближе к архитектуре, и они вот показывают, что можно сделать. А в плане языка, вот смотрите, какая проблема в C++. Если, например, я в конструкторе, в Яве, в C# могу запросто объединить какие-то объекты, эту ссылку сюда, и все, то в конструкторе C++ я не могу это сделать. Я не могу там ничего вызвать, потому что я не знаю, этот у меня конструктор последний, или там сверху еще будет несколько виртуальных вызвано. Я в конструкторе могу сделать только какие-то крайние операции, чуть что-то пойдет не так, я вынужден, с конструктора нельзя вернуть ошибку, что-то пошло не так, и только исключение. В конструкторах часто
в мире C++ пытаются писать так, чтобы не было исключений, гарантировать их. То есть, грубо говоря, если вот какой-то шаблон, который человек всегда писал в Яве, и он в Яве брал в конструкторе там какие-то ссылочки, прихранивал, вызывал какие-то методы, а теперь там что-то не работает, то в мире C++ с выключенными исключениями он что-то где-то прихранил, вызвал какую-то функцию, которая что-то не сгенерировала, и у него там какие-нибудь undefined behavior, и он сидит, думает, не работает. Почему не работает? Не знаю. Вчера работал, на моем компьютере работает. И давай разбираться, что пошло не так. Поэтому чем проще все, тем лучше. Но если бы я был со стороны работодателя, вот я работодатель, например, банкир, и мне нужно, чтобы у меня была крутая, быстрая банковская инфраструктура, чтобы все было четко, чтобы там новые сервисы быстро внедрялись, пока конкуренты там чуть-чуть новое приложение свое для андроида пилили, мы уже тут супер какие-то нововведения, каждый день меняем там ставки тарифные, и наши пользователи все пищат кипятком, какой у нас классный интернет-банкинг, и как быстро все вводится. Вот для этого мне нужны будут куча Java девелоперов, и чтобы их брать, я хочу, чтобы они все эти солиды знали, чтобы они друг дружку быстро понимали, чтобы они быстро взаимодействовали. Но в мире C++, ты приходишь и говоришь, там, я знаю Solid, я знаю все это, я знаю то, а тебе говорят, мы тут пишем виртуальную машину, и у нас вот в кэш-линии не помещаются наши структуры в эти 64 байтика. Вот что нам сделать, чтобы у нас быстрее сказал? Нам нужно разогнаться раза в 4 еще мы хотим. И человек такой, ну кто его знает, что делать, то есть вот. Поживем, увидим. Да, то есть вот, ну как бы, вот. Я как-то помню, в книгу Андре Ламота читал давно. Я уже тогда знал ассемблер, ну в институте у нас был ассемблер, вот. И я прочитал рисование линии на ассемблере, там что-то такое было, там вставки ассемблерные. Я посмотрел на эти вставочки и подумал, прикольно, он так быстро написал, так сжат, такой аккуратный ассемблер, неплохо у него получилось. Думаю, тут уже, наверное, ничего не оптимизируешь. И в следующем абзаце Андре Ламот пишет, эту функцию еще можно раз в 10 оптимизировать. Я подумал, в 10? Как в 10? Ну а что еще здесь можно сделать? То есть вот разрыв огромный в плане опытных специалистов, потому что тут бы я бы сказал дальше, когда краш у тебя происходит на компьютере, а ты опытный C++ специалист, для тебя это вообще обычное, просто ты их с миллион раз видел, видишь и будешь видеть дальше. Ты смотришь, ага, вот в этом регистре у меня вот это было. Ты даже видишь список регистров, ты их примерно часто знаешь, потому что ты на одной и той же архитектуре работаешь. Ты смотришь, вот у меня вот instruction pointer вот сюда указывает, это здесь, это call stack у меня было. А к чему вот эта переменная, она у меня в этом регистре была. И ты смотришь, где я был, находишь ту строчку кода, которая выполнялась, смотришь, думаешь, чему какой аргумент был равен. Смотришь, на что похожи регистры, и ты так быстренько находишь до мысли вообще, что вообще произошло. И для тебя это уже не что-то такое сверхкосмическое и сложное. И когда ты смотришь, вот Java разработчик увидел, или там Python разработчик, я думаю, что это все на Java, давайте каких-нибудь пахаем Python разработчиков. Когда он смотрит на это, он вообще не представляет, что это такое. Ну, слава богу, что Python хорошо написан, и там редко такое бывает, только если там на левой сторонние библиотеки какие-то. Обычно ты просто смотришь на call stack Python, вот, как он выглядит и почему так произошло. Есть ли смысл спрашивать про то, какие самые ходовые библиотеки в C++ используются? Ну, есть разные. То есть есть ли такой универсальный набор, который должен знать любой солдат-плюсовик? Именно библиотек, ORM-ок? Я рекомендую, вот сейчас стандарт очень сильно вырос, именно стандарт. Тот, кто знал Boost, то для него как бы ничего не поменялось, потому что Boost это, скажем так, самая популярная C++ библиотека. Части ее постепенно становятся стандартом и перетекаются. Был там Boost File System, стал STD File System. Вот, и уже как бы поддерживаются компиляторами. Вот, поэтому, грубо говоря, я рекомендую Boost как номер один. Но Boost написан C++ хакерами, и когда на него смотришь, а ты джуниор, ты думаешь, что это вообще такое? Он настолько сложен в некоторых местах, что я до сих пор, не знаю, лет 15 на C++ пишу. Если мне нужна какая-то сложная Boost библиотека,
то мне придется читать документацию внимательно, никуда от этого не деться. То есть такого, например, там в Python не бывает просто. Вы взглянули, вы все поняли. То есть, а в C++ вы взглянули и подумали, ух ты, что это такое происходит здесь. Вот, поэтому в C++ вы каким-то оператором можете вот сделать все, что угодно. Вы можете перегрузить, и он там будет, не знаю, ракету в космос запускать. Вот, поэтому вам очень много нужно будет тратить времени. Но так как они вылизаны, они, скажем так, они очень близки к стандарту, то это Boost, номер 1 библиотека. Но в геймдеве она не пользуется популярностью, потому что от нее разрастаются бинарники, она такая жирненькая, шаблонная такая. Но я могу сказать, что если его хорошо готовить, то есть все лишнее убирать и только то, что тебе нужно использовать. Плюс там в Boost есть специальные дефайны, которые говорят, там, выключи старую поддержку старых компиляторов, выключи то, выключи все. Если вот его правильно использовать, то он великолепен. Но все равно люди многие его как бы, что где мы трушный геймдев, у нас тут чуть ли не все на ассемблере, никогда Boost не завязаем. Есть какие-то готовые каркасы, что называют фреймворками, для каких-нибудь задач на плюсах, популярные? Ну, конечно, есть. Например, для мира геймдева мой любимый, и я, кстати, на второй работе преподаю еще, и его использую, это SDL для программирования игр. То есть, почти каждый второй движок, там, он внутри содержит у себя SDL где-то. SDL это как Simple Direct Layer, это как бы библиотека, которая упрощает взаимодействие с системой. То есть, грубо говоря, хочу с аудио взаимодействовать, есть методы для аудио взаимодействия, хочу с видео, картинкой взаимодействовать, вот есть методы для видео, хочу там окошки создавать, вот хочу клавиатуру обрабатывать, вот, хочу джойстик, геймпад, вот там, мышку, вот, хочу 2 одновременно мышки. Вот, например, как я проверяю, классная библиотека или нет по взаимодействию с клавиатурой. Я беру, одновременно нажимаю разные альты. И смотрю, мне система присылает, что я нажал левый альт, нажал правый альт. И если она разделяет, все клавиши действительно красиво разделяет, ничего не тормозит, сколько клавиш одновременно могу... А поддерживает, что будет, если одновременно подключу 2 клавиатуры? Операционная система какие будет посылать сигналы? А если я подключу одну из них, японскую, или как она там называется, там, где поменены кнопки, вот эти слэши обратные в другом месте находятся. Вот. А задетектит это клавиатура или нет? Так вот такая библиотека, как SDL, она полностью C-шная. Понятное дело, что во все C++ движки ее подключают. Вот, она все это детектит. И вы хотите, например, создать окно и контекст с DirectX, создавайте в ней. Хотите с OpenGL, нате. Хотите под Android, нате. Хотите под iOS, нате. То есть, что угодно, то с ней и делаешь. Qt это тоже ваша тема? Да, Qt это тоже наша тема, и она тоже под все работает. Хотя я слышал слухи, что вроде как Qt хотят прикрыть на Android или на iOS. Что это такое? А что за библиотека? Или что это фреймворк? Qt это огромный целый мир. В нем как раз в старых и таких качественном, если вот кто-то хочет ООП понять в мире C++, то я рекомендую Qt. Потому что там они сделали все сами с самого нуля. Они не использовали стандартную библиотеку. То есть, грубо говоря, там есть свои списки, свои векторы, свои карты. Это все еще C++? То есть C++ как язык используется, но как бы фреймворк типа да, но свой. Фреймворк весь, построенный с самых низов до самых верхов. Что на нем делают? На Qt делают все, начиная от, я думаю, большинство машин, там всяких Мерседесов, BMW, в которых находится эти экраны. У нас друг уехал, товарищ уехал в Германию работать. Это все на Qt в основном. Начиная так, встроенное железо можно программировать на Qt. Так можно делать веб-сервисы, все что угодно можно делать на Qt. Если бы мне нужно было делать там автокад какой-нибудь, я бы тоже его делал на Qt. Почему существует Qt, если есть стандартная библиотека на всех? Потому что стандартная библиотека на фоне Qt это маленький ребенок. Окей. В стандартной библиотеке на текущий момент, если даже сравнить стандартную библиотеку C++ и .NET, то в .NET есть просто все. А в стандартной, например, в стандартной библиотеке C++ нет даже способа загрузить DLL-ку. То есть стандарт не знает, что бывают разделенные какие-то части кода, которые можно подгрузить на лету и там выгрузить. То есть это все есть, и вы используете на каждой платформе, там на Windows одни функции, там на Mac другие, там на Linux там свои, там из разных фреймворков, из разных языков. Вот. Но это все разрознено. А в стандарте есть то, о чем договорились,
он же международный такой, он такой межконторный, я бы сказал, межкорпоративный. И вот они договорились, грубо говоря, вот будет у нас общая работа с файловой системой. Вот лучшее, что добавили в стандарт, это работа с файловой системой. И это добавили всего лишь в 2017 году. То есть я подчеркну, C++, 2017 год. Впервые появилась стандартная библиотека, с помощью которой вы можете пробежать по папкам. Ну, видимо, до этого были хорошие решения сторонние. Не было. Под каждую платформу все писали сами. То есть, ну, под Unix у вас там был, ну, один способ там бегать по директориям, там сканить файлы. Под Windows другой. Ну, похожий где-то там, но другие вообще функции, другие структуры данных. И вам нужно было писать, грубо говоря, как минимум 2 версии нужно было писать. Одну под Unix, одну под Windows. Окей. По поводу ORM, есть ли у вас какие-то тоже там корпоративные стандарты? Таких больших, ну, их нету, но это Qt. Окей. А вообще для общения с базой данных, что обычно используют? Это стандартная библиотека используется или это... Вот у нас товарищ, он как раз вот в соседней комнате сидит, он сделал, вот есть C-шная библиотека SQLite, все ее знают. Ну да. Вот эта библиотека, для многих это может быть открытием, но в каждом Android-приложении она по умолчанию есть. Но это, подожди, это библиотека, это база данных? Это база данных, да. Но она как библиотека, написанная на C. Ее можно прям... Она прямо из коробки есть у тебя в каждом Android-приложении. Прикольно. Даже если ты этого не хочешь. Вот. И вот всякие ключи, значения, там вот эти все вещи через нее там работают. Вот. Это сделали просто создатели Android, так сделали. То есть, вот, грубо говоря, мы часто уже что-то имеем, даже просто не знаем об этом. Вот это, кстати, моя любимая база данных. Она, кстати, у нас и используется тоже на проекте. Вот, ну, в промежуточных шагах. Вот, ну, просто в Python, например, она, ну, насколько я помню, она в стандарт входит тоже. То есть там вам не нужно никакие пакеты ставить, вы можете с SQLite и с Python взаимодействовать сразу напрямую. Вот. А в C++ нет. В стандарте ее нету. Естественно, есть либо голая эта библиотека, и напрямую ты с ней взаимодействуешь и через ее интерфейс. Но это довольно-таки муторно, потому что в C++ хочется что-то высокоуровневое. Вот. А высокоуровневых их там штук 20 разных на гитхабе можно найти на любой вкус. Есть ли у вас что-то типа пакетных менеджеров? Ну, вот, единое место. В C++ они недавно появились. Это восхитительно. И, кстати, Microsoft сделала вот недавно совсем, он называется VC Package. Вот. Наверное, Visual Studio они имели в виду. Работает через CMake и прямо работает на 3 операционных системах. Это Windows, Mac и Linux. Вот. И вы можете стандартные open-source пакеты поставить себе, интегрировать их в Visual Studio, вот. Ну или напрямую их с ними работать. И через него, ну это под Windows, под Mac и под Linux. Вот. И будет работать везде одинаково. Это круто, это лучшее, что есть в мире C++ на текущий момент. Как вы понимаете, C++ на этом плане от всех остальных просто ужасно отстал. Бесконечно, наверное, отстал. Почему? Потому что C++, смотрите, как получается, за Java стоит кто? Раньше стоял Sun Microsystems, теперь Oracle. За .NET Microsoft стоит. А за плюсами? А за плюсами международный конгломерат, вот как бы конторка, и он так по остаточному принципу делался. Понятно. И пришлось преодолеть обществу нашему, вот как планете, кучу времени потратить, чтобы понять, что энергоэффективность важна, и теперь вот только они договаривались. И сейчас вот там Google, там и другие конторы, тот же Microsoft сейчас очень много денег вливает в C++, конференции спонсируют и все остальное. Они объединяются вместе, чтобы действительно сделать C++ одинаковым для всех. А кто выпускает новую версию? Это действительно интересный вопрос. То есть нет какой-то единой организации? Она международная, она бесплатная, скажем, на добровольческих началах. То есть, грубо говоря, вот Яндекс, я бы сказал так, вот по тому, кто в этой организации участвует, можно сейчас на текущий момент делать срез и говорить, кто самые крутые, скажем так, альфа-самцы в мире программирования. Вот те, кто туда, те, у кого есть дополнительные денежные ресурсы, чтобы туда инвестировать, вот это те люди, которые думают на следующие 20 лет программирования. То есть, получается, можно сравнить плюсы с такой фундаментальной наукой в мире IT. Да. То есть в нее все вкладывают. Да, то есть тот, у кого есть деньги, и кто вот на следующие 20 лет... Кстати, Java в этом плане, я считаю, тоже очень стабильно стоит. Я думаю, что скорее .NET пропадет, чем Java. То есть, я .NET тоже люблю. Java всегда славилась своей вот этой вот стабильностью. Вот, она такая тоже стабильная, и в нее столько денег вливались и будут вливать, поэтому я за нее не переживаю. А C++, вот у нас в России, я знаю только контору Яндекс, и они сделали свою группу.
Не помню, там как-то она называется, там C++ группа номер 21, что-то такое там название. И вот любой к ним может обратиться, загуглить ее, любой может обратиться и сказать, вот я знаю, что в стандарт нужно добавить то-то и то-то, и они помогут и с продвижением в стандарт, и что делать, и на каждой конференции по C++ у нас они про это рассказывают. Расскажи, пожалуйста, еще, какими программами нужно уметь пользоваться, чтобы успешно разрабатывать на плюсах дополнительными. Ну, наверняка это какая-то будет IDE-шка, либо еще что-то. А может, в блокноте вы пишете. Кстати, вот хорошая тема. Сейчас расскажу про нее чуть-чуть развернуть и подробнее постараюсь, чтобы было просто полезнее для новичков. Когда я учился в институте, нам как бы наши преподаватели молодые тогда, вот как-то те, которые постарше, только на 3-м курсе с ними в основном встретился, а те, которые молодые, они как бы говорили, что вот, возьмите себе MSDN, тогда ворованный, естественно, он был. MSDN? MSDN, диски с MSDN, 4 диска было, и вот там вы поставите Visual Studio, и вот это вот самый передовой способ создавать программы, и как бы он самый там лучший на планете, и ничего лучше нету. Вот. И я же тогда был, ну, абсолютно верующим во все студентом, и я прям думал, что вот так все и делается. Прошло куча времени, вот огромная куча времени, пока вот начнем с простой вещи, с текстовый редактор. Ну, вначале это был Notepad. Ну, как у всех, нужно отредактировать файл, в Windows есть Notepad. Я открыл, подредактировал что-то. Потом, понятное дело, мне показали, что есть получше что-то, поинтереснее. Например, есть Notepad++. Я его увидел, думал, ух ты, до сих пор полмира на нем разрабатываю. Это вообще супер классная штука. Прошло какое-то еще время, и я встретил Sublime. Sublime, я тогда еще даже не знал смысла слова сублимация, но мне он так понравился, я подумал, вот то, что надо, вот это интересно. И я даже его купил, представляете себе, вот прямо не вылазило купил. это на окошко каждые 5 раз. Да, но так как, ну, мне было жалко денег, мы собрались тогда вместе, нас там было несколько человек, мы все скинулись, вот, и на мое имя купили там. Ну, я всем дал ту же самую лицензию, поделился со всеми. Ну, белорусы жили небогато, поэтому покупали в складчину одну лицензию. Вот. И Sublime мне казался тогда просто вершиной произведения, когда он подсвечивал все языки, которые тебе могут понадобиться, все, что быстрый, пакетный менеджер, там есть все, что хочешь. Вот. И где-то, ну, мне всегда не хватало чего-то, ну, всегда мне хотелось... Потом я начал, когда я с Явой познакомился, я встретился с Eclipse. И я увидел концепцию того, что я могу переключаться клавишами все, без мышки. То есть я мог... глобальный поиск делать. И это было, черт знает когда, там, я не знаю, 15 лет назад я в Eclipse делал глобальный поиск. Сейчас я до сих пор не знаю, то есть без ReSharper или без Visual Assist я до сих пор не знаю, как в Visual Studio удобно делать глобальный поиск. По файлам или по... По всему сразу. По всему сразу. Просто начинаешь набирать, и он тебе подсвечивает вот имена файлов таких, вот и вот в тексте такое. Я до сих пор не знаю. Я это делаю в ReSharper. В ReSharper я знаю, как это сделать. Или в Visual Assist, а так не знаю, то есть в IDE-шке. Ну, грубо говоря, всегда были какие-то проблемы. Но когда я посмотрел, что я могу работать без мышки, я подумал, что, ну, столько времени, как бы, было бы неплохо, если бы люди... Ну, я как программист, у меня в основном текстовые файлы. И я в них сижу там 8 часов в день безостановочно. Было бы неплохо, если бы была какая-то удобная программа для того, чтобы только в этих файликах и сидеть, и, ну, навигация, чтобы все, чтобы быстрый поиск искать, чтобы было все как-то удобнее. И прошло куча времени, пока я не познакомился в Git с Vim. Ты Vim пользуешься? А после Vim я прочитал, что, оказывается, Vim всегда конкурировал с Emacs. И когда я познакомился с Emacs, я подумал, почему мне никто в институте это не рассказал. Подожди, консольные IDE-шки. Я сейчас расскажу. Я пользуюсь Visual Studio, я пользуюсь Android Studio, я всем пользуюсь. Но я могу сразу сказать, что если вы вот только начинающий парень, сразу ставите себе Linux, не тратьте время ни на что другое. Все наши сервера на Linux, в этом, я не думаю, есть какой-то корпоративный секрет. Ваши все ВКонтактики крутятся на Linux. Ваши Amazon весь на Linux, Google весь на Linux. Ну, понятно, потому что они бесплатные, да. Сервера. Грубо говоря, получается, все игры сейчас, ну, почти все тоже, как это не так, с сервером связаны. И единственное, что сейчас... А все остальное хочется, чтобы было кроссплатформенное. В результате мы приходим к тому, что C++ становится, ну, супер языком. Он везде, и он везде легко и быстро разворачивается.
Поэтому очень удобно, очень нативненько, и можно все что угодно делать. И вот я пришел к тому, что когда я узнал, что на самом деле я могу очень быстро в редакторе посмотреть help, потому что как его посмотреть, это интегрировано в него. Я могу быстренько сделать запрос в Google и посмотреть в текстовом виде ответ, если у меня нет браузера под рукой. Даже если у меня сломалась система, вот у меня не грузится операционная система, я могу зайти только в консольный режим. Я без проблем могу запустить Emacs в консольном режиме, даже если у меня видеодрайвер перестал работать. В результате я понял, что на серверах часто вообще видеоподсистема не установлена, и ничего страшного ни с кем не происходит. Я могу приконнектиться к удаленному серверу и точно так же удаленно работать, как будто я там на нем нахожусь, лазить по папкам, копировать, просматривать картинки. Во все эти современные редакторы картинки просматривать. В Emacs из коробки сейчас встроено. Ты там и картинки можешь смотреть. В смысле, прямо вот ты будешь видеть PDF-файл, можешь смотреть там. Прямо вот, все можешь делать. Те общие операции, которые ты предполагаешь, они все есть. Окей. Вот. Понятное дело, что он не все может. Там, и почту отправлять, все остальное. Но с большего я рекомендую новичкам такую технологию. Часто мы берем какой-нибудь редактор и начинаем его под себя настраивать. В мире C++ я раньше тоже так все делал. Я все под себя настраивал. Потом я ужаснулся от той прорвы времени, которое было сделано, и почитал про Emacs на Википедии. И ужаснулся, сколько лет этому софту. Сразу скажу, этому софту больше 40 лет. Представьте себе любую программу, которую вы знаете, которой больше 40 лет, ей до сих пор пользуются люди. Она настолько популярна. Я тогда подумал, может быть, это есть в этой программе? И чего бы я только не пожелал, это уже там есть. Причем в стандартной поставке Emacs. С плагинами он может еще больше. А что раньше появилось? Emacs или Vim? Скорее всего, Emacs раньше появился. Я не могу сказать гарантированно. Кстати, чтобы вы понимали, я Vim тоже люблю. Вот. Но я бы сказал так, если вы работаете на Mac, и у вас нет правого контрола, а на маковской клавиатуре его нет там справа, или альта, уже не помню, вот, то из коробки вам придется его под себя настраивать. Вам какую-нибудь из других клавиш придется настраивать, как будто это клавиша Ctrl или Alt. Это неудобно делать, поэтому на Mac, например, из коробки Vim пользоваться проще. Потому что там есть разница, она в том, что Emacs настроен так, как будто ты двумя руками одинаково пользуешься, всем 10-пальцевым методом. А Emacs сделан по-другому. Ты, грубо говоря, навигацию делаешь правой рукой, а там что-то меняешь, там переключаешь режимы левой рукой. Вот, поэтому, в любом случае, чем бы вы сейчас не пользовались, я вам даю, новичкам рекомендую выбор один из этих двух вещей. И это настолько продуктивнее вы станете, что с текстовыми файлами будет работать процентов на 30 быстрее, но только с текстами, вы понимаете. На все остальное это не распространяется. И уставать будет еще процентов на 60 меньше. То есть это эффективно просто, прямо как для человека. Но выигрыш еще могу рассказать. В плане Emacs, последний, если вы берете, вы ставите его как SpaceMax, я так ставлю его, именно эту сборку, скажем так. И в ней клавиши есть Vim, есть Emacs. То есть, грубо говоря, ты ставишь Emacs, понятно, а в нем есть клавиши любые. И ты работаешь. Дальше эти же клавиши ты через плагин включаешь в любой программе от JetBrains, например. Они тоже поддерживают Emacs-овские клавиши. В Qt Creator можно импортировать. Там они слабенько поддерживаются, но тоже. В той же Visual Studio. В результате, научившись один раз работать быстро на клавиатуре через Emacs и просто в текстовом файлике, ты те же самые навыки на все операционные системы забираешь с собой. Чтобы вы понимали, на Mac Emacs входит в стандартную поставку. То есть он там сразу есть из коробки. Вот, поэтому, получается, там может быть чуть более старая версия, но есть из коробки точно. Какой IDE-шкой ты пользуешься больше всего? Больше всего я, наверное, пользуюсь Visual Studio. Окей. Что кроме IDE-шки еще нужно будет установить? Я рекомендую, если брать новичков, то я рекомендую, почему я начал с текстового редактора. Если вы планируете, только вдумайтесь, я уже 15 лет занимаюсь программированием, только этим и занимаюсь фактически, и учу, преподаю еще программирование. И я понимаю, что, даст Бог, еще проживу какое-то время, да, и это будет, может быть, больше 10 лет, и я буду все время в это инвестировать дальше. Значит, выгодно с самого начала не тратить время, а сразу научиться классно работать на клавиатуре. С самого начала. 10-пальцевый ввод? Обязательно.
Обязательный 10-пальцевый ввод, чтобы вы вообще вот набирали вот так, не глядя. Подожди, но мы же не набираем код 8 часов в день. Мы набираем код хорошо, если там 2-3 часа в день, и то не факт. Да, я согласен. Вот я набираю в день, я замерял и потом сравнивал, как другие программисты. В день максимум 300 строк полезного Так кода. смысл тебе 10-пальцевого? Да, но дело в том, что как только ты что-то понял, вот дальше, как только ты это понял, осознал, вот это пришло к себе в сознание, до того, как ты это реализовал, если ты можешь это вот с той же, вот как ты говоришь, грубо говоря, так и пишешь в скайпе, отвечаешь кому-то, ты думаешь и сразу отвечаешь. И как только ты закончил мысль, сразу уже точкой отправить, вот это удобно. Это удобно. Поэтому ты меньше, и быстрая навигация, быстрый поиск. Поэтому хороший, какой бы вы ни выбрали хороший редактор, он вам слишком будет помогать. Очень даже будет помогать. Потом я рекомендую сразу начинать только с Linux. Вот только с Linux и сразу, вот в современном прям мире. Потому что я чувствую, что за ним будущее. Он наступает. Вот буквально позавчера, если не ошибаюсь, вышел Vulkan 1.2. Это что? Это самый передовой графический API. Это не значит, что я говорю, вот прям все бросайте его изучайте. Он сишный такой, ну, для него есть обертка на C++, но идея, и в геймдеве он вот за ним будущее, грубо говоря. Но смысл в том, что вот он вышел, и на день релиза линуксовские драйверы уже были готовы. На день релиза. Такого раньше не было. Почему такое случилось? Google и крутые конторы, Steam, Google начали вкладываться в Linux, чтобы не зависеть от Windows. Google хочет сделать свою стадию, которая стадия, если кто-то нас впервые смотрит, не знает, еще не смотрел ничего, это сервис видеостриминга игр. Google планирует сделать, чтобы игры так быстро работали, как YouTube. Ты вот открыл на YouTube с той же скоростью, с которой ты 4К видео смотришь, чтобы игра с такой же скоростью стримила свой контент тебе на пользовательское устройство. В результате Google, и они огромные, баблище огромное вкладывают в это. Поэтому я думаю, что если кто-то на планете это и может сделать, ну, на текущий момент, то это Google. Это какая-то, подожди, это какая-то технология, получается, передачи картинки? Да, с видеостриминг. Видеостриминг. Ее не только Google сделал, ее куча кто сделал. И Sony ее делала, и Microsoft, и Nvidia. Но просто по количеству вложенных ресурсов, то, что делает сейчас Google. И теперь смотрите, линуксовские драйверы становятся сейчас, ну, их поддержка и качество становятся, ну, начинают выходить наконец на такой уровень, когда их не стыдно будет поставить на компьютер вашей маме, она не будет знать, что это такое, и все будет просто работать. Окей. Ей не придется вообще думать про это. И вот сейчас Intel заопенсорсили свои драйверы, AMD заопенсорсили свои драйверы, а во всех консолях и серверах, которые купила себе Google видео, и в будущем поколении консолей тоже видеочипы от AMD. И драйверы открыты. Это супер классно. Это значит, что на наших домашних компьютерах они тоже будут работать. Вот. И поэтому вот представьте себе, если сейчас нас смотрит какой-нибудь школьник 9 класса, который мечтает, просто вот вообще мечтает и хочет в геймдев. Ему сейчас уже можно смело поставить себе там с USB-шки, вставить себе какую-нибудь фидорку, какой-нибудь, не знаю, все, что он хочет, научиться писать простенькие программки и качаться. Ко времени, когда нужно будет закончить институт, он придет, он будет бог программирования. Мотайте на еще не выросшие усы. Вот, и получается, почему я так сказал про важный редактор. Если у вас есть классный редактор, дальше вам понадобятся такие тулы, как компилятор и отладчик. Ну, они же уже и есть, по идее, встроены. Они есть. Ну, в IDE-шке. Они есть в IDE-шке, но есть проблема. IDE-шка от нас много чего скрывает. И есть нюансы. Часто кажется, что то, что она от нас скрывает, это, ну, сложно. Там есть свой барьер сложности, но он не такой огромный на самом деле. Поэтому я рекомендую попробовать отдельно пользоваться компилятором. И хорошие преподаватели программирования, они с этого начинают. Они показывают блокнот, показывают текстовые файлы, показывают, как работает компилятор. Показывают, что компилятор может там собрать. Обычные объектные файлы. Могут собрать бинарный какой-то код, там, в исполняемый файл, в DLL-ку, в статическую библиотеку. Могут показать, как там, например, диссемблер вывести из этого файла, или как вывести из этого файла препроцессорный исходник, посмотреть, как он выглядит, сравнить. То есть, чтобы у человека пропал страх перед тем, что происходит там внутри. IDE-шки часто, с одной стороны, они хотят нам как бы помочь, и они
скрывает все от нас. Очень часто, кстати, вот Visual Studio этим грешит. Часто приходят студенты, приходит студент, знает математику, все знает. Ты ему даешь какое-нибудь простое задание, там вот эту DLL-ку пересобери, вот это вот заимпортируй, там эту функцию, там дерни, там что-то. И человек там собрать DLL-ку, для меня это космос какой-то, а как это вообще сделать? А сделать же это надо обычно кроссплатформенно, чтобы эта DLL-ка там работала и под Mac'ом, и под Android'ом, и под виндой, и оказывается, что у человека вообще нет никакого представления о том, как это работает. А принципы абсолютно одинаковые везде, но везде есть где-то инструменты по-другому называются, где-то там есть какие-то отличия там, в способе их загрузки, что-то раньше, что-то позже происходит. И когда ты понимаешь принцип, тебе легко. То есть, грубо говоря, если вы выучили, поняли, разобрались, как работает Linux, все остальные операционные системы, Windows, macOS, для вас само собой разумеется. То есть у вас вообще нет никаких трудностей. И наоборот, если вы разобрались, как что-то делается под виндой через какой-то закрытый интерфейс, который вы не понимаете, что внутри делает, вам часто бывает вообще не сразу понятно, и потом вы смотрите, вот оно как на самом деле работает. У вас радость даже может возникнуть от того, что вы поймете, как это, вы даже лучше поймете тогда, может быть, как над Windows какие-то системы работают. То есть, изучая Linux, весь открытый, ты лучше поймешь, как работает. Да. Давай уже будем приближаться к концу по плюсам. В конце назови, может быть, 3 каких-нибудь самых таких толковых источника знаний для тех, кто хочет войти в этот язык. 3 источника самые толковые. Я рекомендую... Смотрите, я могу назвать, наверное, один, но я считаю, это лучший источник. Когда-то у меня появилось, где-то года 2 назад, у меня появилось желание написать книгу. Для передачи будущим поколениям, как вообще программирование делать-то правильно. И я думал, какой-то огромный труд. Я понимал, что это несколько лет работы. Потому что нужно будет рассказать, как настроить текстовый редактор, как вообще операционка, вообще рассказать много-много всего. И я думал, что это так много, я даже вспоминал своих преподавателей программирования, думал, как они подходили, что там, у меня Зайцева преподавательница была, операционная система, как она нам это все рассказывала, как то. Я думал, что все, хочется как-то с одной стороны проще, с другой стороны так, чтобы это было потом абсолютно использовано на работе. И потом я наткнулся на готовую работу уже. И, наш человек из Питера, если не ошибаюсь, или из Москвы, Столяров. Есть такая Столяров, называется «Введение в профессию». Он берет программирование просто как профессию. И у него уже есть 3 тома, и вот скоро выйдет 4-й том. Я прочитал все 3 тома его, и я могу сказать, что то, что я познавал сам долго, муторно и сложно, можно в этой книге прочитать... я не знаю, кто как читает, за полгода. И у вас будут систематизированные знания в голове. Вы будете понимать, как это все работает. Причем мне нравится его преподавание. Сейчас многих учат C++ как первому языку. Это просто преступление. Это нужно просто, я не знаю, не к стенке ставить, но отлучать от студентов. Почему? Он сложный или наоборот нужно еще что-то более низкого уровня? Дело в том, что его тогда начинают показывать серьезные высокоуровневые конструкции. Человек просто запоминает, что если так написать, то оно просто работает. Но разобраться, почему оно так работает, что там внутри происходит, становится крайне сложно. И люди пишут после этого ужасный код. И они смотрят, когда ты их ругаешь, они даже не понимают, грубо говоря, за что меня ругают. Меня так учили, я быстренько написал. И когда ты им объясняешь, сколько там выделений памяти, сколько там всего происходит лишнего, а в C++ это можно было сделать совсем по-другому, гораздо быстрее, для них это как новшество. Что сделал автор? Он сделал этот Столяров. Он взял 1-й том, и он просто рассказал программирование, и сделал это на великолепном языке Паскаль. Простой, понятный язык для обучения, где каждая вещь на своем месте. Там нельзя перепутать. В C++ вы можете, грубо говоря, переопределить оператор присваивания, и он будет делать вроде простую вещь, на самом деле непростую. То есть вы можете там все что угодно написать. А там все понятно. Паскаль же и сделали в свое время для обучения. Интервью есть. И он взял и показал, 1-й том, он просто рассказал про программирование. Я рекомендую его прочитать. Почему? Потому что он и объяснит и двоичную систему, объяснит, и как это работает, и объяснит сначала такие, как что такое ядро, что такое не ядро. Он там с большего введет человека в программирование.
объяснит, что большинство программ даже сейчас консольные, то есть вот все серверные программы, они, грубо говоря, консольные. И вообще в мире Linux все консольное, это просто окошки можно создавать дополнительно. Вот. И он многие вещи расскажет такие, которые вот для меня были шоком, когда меня учили все делать под Windows. И когда я узнавал, как это на самом деле... А на работу приходишь, у всех сервер на Linux, и ты начинаешь разбираться, как он работает, там немножко не так, как учили. Вот. Первый том. Второй том. После того, как человек понял программирование, и ему все еще интересно, он сразу дает ассемблер. Он сразу дает ассемблер, потому что он понимает, объясняет, вот как бы ты if устраивал, а вот if это на самом деле сравнение чисел. И если сравнение случилось, выставился какой-то битик, то в зависимости от твоего битика мы джампнем либо на эту инструкцию, либо там на следующую. И он объясняет все очень-очень подробно и понятно. В результате у человека появляется ассемблер настолько просто, естественно, он объясняет. Те же самые программки простые, которые писал на этом Паскале, он эти же программки показывает, вот как они будут выглядеть на ассемблере. Естественно, они чуть жирнее становятся, но понятны. Угу. После этого он не дает там огромное, глубокое, он просто для понятия, для объяснения. Дальше он показывает в этом ассемблере, что такое меточка. А вот этот адрес, мы дадим ему имя такое-то, и потом по этому имени будем искать этот адрес там, в объектном файле откомпилированном. И у человека появляется представление, как это работает. Он видит, что это не сверхсложная система. Он понимает, что вот как оно и работает. Потом он после этого объясняет язык C. То есть после ассемблера он объясняет язык C. Вот. А объяснив язык C, он объясняет, что дальше можно сделать с помощью C в системе. Он объясняет уже подробно, что такое ядро, что такое драйверы, что такое виртуальная адресация, как мы взаимодействуем через ядро. Буквально и заканчивает, показывает, вот как разные программы могут между собой договариваться там, через какой-то общий файлик, или там, как они могут по сети взаимодействовать, или что такое сокеты. И это все происходит уже к третьему тому очень легко и естественно. В результате на протяжении всех 3 томов он будет говорить, насколько ужасен C++, и не смотрите на него. И я понимаю, почему он так говорит. Потому что в 4-й книжке будет C++. Да, потому что в 4-й книжке будет C++, понимаете? То есть, и он это специально говорит, потому что, чтобы люди разобрались в этом, тогда им C++ будет как с молоком матери, очень просто зайдет. Слушай, у меня аж слюнки потекли на эту книжку, на эти книжки. Вот. У него, конечно, такая методология преподавания может быть жесткая, но вот то, что он говорит, абсолютно я с ним согласен, она правильная. И в результате получается, что для человека вот его по чуть-чуть, а вот он понимает, как работает система, и понимает, что там скопировать байтики с сокета или скопировать байтики с этого файлика, в принципе, никакой разницы нет. И то, что для меня когда-то было, вообще чем-то уникальным, по сети передать файл, это что-то вообще уникальное, начинаешь понимать, что да нет, на самом деле, с точки зрения прикладного интерфейса, API, да почти одно и то же. Окей. Еще что-нибудь? Запомнили. Если вот это все взять, то есть вы тогда получите представление о в целом программировании, о программировании на ассемблере на C. Вот если вы это освоили, то тогда можно смело прыгать в мир C++. Это я все рассказываю тому человеку, который планирует свою жизнь с этим связать. То есть это надолго. Я не знаю, может быть, есть талантливые люди, но это минимум 2 года усиленного изучения, а если у человека много свободного времени, если мало, то 5 лет института. Ты говоришь сейчас про 3 информации из этих 3 книг? Это я в целом говорю, кто хочет C++ выучить, вот на таком качественном уровне. То есть, потому что курсы по C++ идут 3 месяца, если что, у нас. Вы понимаете, что за 3 месяца C++, то есть, можно какие-то основы дать, но этого мало. Понятно. Вот. И вот после того, как у вас есть основа, я рекомендую брать того же Страус-Трупа и читать его книги. Вот, то есть создатель языка. Создателя самого языка. Это не документация, это прям книги какие-то? Да, он сделал кучу книг по C++. Например, мне нравится, мне почти все у него книги нравятся, но нужно понимать, что все-таки под старость люди по-другому начинают писать. Раньше он писал, вот до 3-го издания своего C++, он писал поэтапно, вот точно так же, как Столяров. Вот сначала мы какие-то обзорные лекции сделаем, потом углубленно, а потом все по полочкам разложим. Он так тоже раньше делал в своем издании про книгу про C++.
А в последнем стандарте, вот, который я читал его книгу, там было уже по-другому сделано. Он говорит C++ для всех, я хочу, чтобы на нем вообще вся планета поработить, всех хочет. Я как бы учу студентов-химиков C++, у них получается. В общем, пишите на простом таком C++. И с первых же своих страниц учит людей использовать стандартную библиотеку шаблонов и все, вообще не гнушаясь, не объясняя, как она работает, и только под конец книги некоторые вещи, ну, не некоторые, он все объяснит, но только под конец книги. Но такая техника кому-то подойдет, кому-то нет. Но вы понимаете, то есть получается, что как бы человеку уже показали крутые вещи, но глубоко как это работает, он поймет только к концу. А понятно. Книги у Страус-Трупа тоже такие здоровые. Поэтому, но так как он создатель языка, он объясняет, ну, так, фундаментально. Если вы что-то поняли у него, то есть это с вами навсегда. Многие другие хвалят, там, Лафарье, по-моему, книга называется «Учебник по C++». Но когда я открываю вот такие учебники, мне многие вещи не нравятся, потому что их примеры не фундаментальны. То есть, например, автор исходник программы делает таким, чтобы его было удобно для издателя показать. И чтобы он был чуть-чуть меньше. Но он его пишет неаккуратно, тем самым прививая будущему разработчику такой стиль. И я считаю, это неприемлемо в учебниках. В учебниках примеры должны быть написаны лучше, чем на работе ты пишешь, потому что это учебник, нужно с него учиться. Приведу пример, чтобы всем было понятно. Вот если бы здесь были студенты, я, так как курсы читаю по программированию, я каждый раз всем студентам предлагаю: напишите Hello World. Это просто проверка на адекватность, что человек вообще понимает, что такое, если ко мне на курсы пришел, что он понимает, что такое C++, понимает, что такое компилятор, и сейчас вот это напишет, откомпилирует, и я подойду к нему, посмотрю и убедюсь, что он адекватен, его можно брать на курс. Вот. И все пишут, и я вот просто подхожу, считаю, сколько у них ошибок в Hello World. Могу сказать, что одна ошибка фундаментальная во всех Hello World, потому что она во всех программах, включая у Бьярна Страус-Трупа, есть. Вот ты занимаешься, представляешь себе, как написать Hello World на .NET? Вполне. Хорошо. Теперь возникает вопрос, вот я бы даже, если было интересно взглянуть, как бы ты его написал, но возникает вопрос... Вопрос, что ты хочешь увидеть в итоге? Ну, там будет, например, если на Яве, там System Out, Print Line, и да? Там и вот мы написали System Out, Print Line, там, например, и там Hello World, поставили точку с запятой. А может быть, мы что-то забыли, может, что-то еще надо сделать? Ну, можно еще написать строчку, которая остановит выполнение программы. Это нам не нужно. То есть достаточно, что она запустилась, быстренько показала и вырубилась. Но чуть-чуть кое-чего не хватает. Вот серьезно. И студентов этому не пишут. И все студенты про это забывают. Вот мы написали Hello World, мы что-то написали, там, print line, там, выведи мне что-то, поставили точку с запятой. И я к чему подвожу? Студентов не учат проверять ошибки. А если она не вывела? Ты хочешь сделать какой-нибудь try-catch, если это мы говорим про... Ну, если про .NET, да. Если там не работает поток вывода или что-то еще, нужно обязательно сигнализировать о том, что это не работает. И сразу студенту написать Hello World. Так можно сразу и тесты начать писать, и сразу абстракции мутить. Так вот, на самом деле, если мы берем C и C++, вот в C-примере он будет printf, Hello World, точка с запятой. Return 0 дальше пишет. Почему return 0? Потому что главное наш процесс должен вернуть код возврата, код своего статуса, как ты завершился. И студенту сразу говорят: а почему 0? Ученики спрашивают, как в школах, там везде. Ну так просто надо, пиши 0 и все. И как бы и не парься. На самом деле это ключевая вещь. Говорят, что у тебя все получилось. Но получилось ли вывести у тебя что-то на экран, мы не знаем. Мы это узнаем только проверив код возврата. Здесь фундаментальный косяк, который у нас, я бы сказал, во всем обществе. Студентов, школьников и всех остальных учат тяп-ляп, никогда не проверяя на ошибки. Потом маманька трясется над ним в военкомате, а что с ним будет в армии? Потому что его учили тяп-ляп. Он никогда не привык, что, если будет ошибка, то командир ему скажет там исправлять эту ошибку. И он как бы не ожидает такого: да какие ошибки могут быть, да у меня работает на моем компьютере. То есть люди не проверяют ошибки, их учат недостаточно аккуратно, внимательно.
И то же самое в C++. Мы вывели что-то в output какой-то, мы можем проверить. И самое интересное, нам все средства это есть. И нам для этого не надо даже, в C++ даже try-catch надо писать. Ты там cout написал, 2 скобочки, написал hello world, точка с запятой, а дальше ты return написал cout к булу, там прикастил, он по умолчанию проверяет в поток, в порядке, не в Подожди, порядке. а смысл этих действий, если у тебя что-то не так пошло, ты Hello World не увидишь, все. В том-то и дело, что дальше ты студенту показываешь. Вот моя программа, она выводит Hello World, и вы показываешь его из терминала. Например, она на самом деле показывает не Hello World, она по сети отправляет, что кардиостимулятор, который стоит у нашего там пациента, условного в больнице, не Hello World возвращает, а возвращает, что пульс такой-то, давление такое-то. И мы просто не проверили, что вот он записал, он отдал эти данные или нет. Если не отдал, то этот кардиостимулятор должен начать пищать, что типа вызовите медсестру или что-то Нет, сделать. так если бы у тебя какие-то фоновые процессы были, которых ты не видишь и не можешь визуально подтвердить, что они работают, то да. Но Hello World-то визуально, у тебя есть контакт. Теперь второй вопрос. Ты взял, вызвал с терминала что-то и ничего не увидел на экране. Ничего не увидел на экране. Это фигово, по-моему. Теперь было бы классно спросить у операционной системы. Операционная система, скажи мне, вот я только что вызывал процесс какой-то, с каким кодом возврата он завершился? Когда ты правильно учишь студента, ты увидишь, что код возврата не такой. Мало того, ты сразу покажешь студенту, что ты можешь перенаправлять вход и выход. Ты сейчас говоришь еще о том, что можно логи операционки проверять, смотреть, как не просто логи, прямо в терминале, прямо в шелле ты можешь вызвать команду, $вопросик, он тебе вернет статус выполнения предыдущей команды. В результате ты студенту можешь это показать. После этого ты сразу студенту можешь показать, что есть такая вещь, как перенаправление. То есть ты, грубо говоря, можешь читать эти байтики и относиться к ним как абстракции. Вот это вот, что мне нравится в C++. Ввод абстракций, лес это, деревья, тумбочки, зажигалки, неважно, что бы это ни было, ты можешь это сказать, как это тип, каких-то абстрактный тип данных. И дальше с ним работать как с абстрактным типом данных. Вот так и тут ты показываешь студенту, что C++ как низкоуровневая технология тебе просто говорит, там, откуда читать байтики, а откуда угодно, по сети, из драйвера, из микрофона, откуда угодно. Ты можешь просто читать байтики, можешь просто писать их куда угодно. И вот твоя программа их обрабатывает. Может быть, какой-то еще сайт. И еще, что бы я порекомендовал. Есть многие сейчас, вот мне этот совет дал Сергей Иванов, мой начальник в ЕПАМе, когда я работал, очень толковый, очень умный человек. Он сказал такой, я тогда читал какую-то умную книжку по Яве. Он посмотрел и сказал, что все это фигня, говорит. Читать нужно только основы. Документация? Только самые основы простые, а вот эти вот многотомники, это все ерунда. И я сказал, а что тогда основа? Какую-нибудь книжку, там, Java для чайников, что-нибудь такое. Вот. В смысле? Мне тогда стало смешно тоже, я подумал, Java для чайников, что там читать? Вот. И я открыл тогда, подумал, я зашел в книжный и как-то случайно наткнулся на книжку C++ для чайников. Я взял эту книжку и подумал, чисто хохма. Я знаю, к тому времени я думал, что я знаю весь C++, уже там, грубо говоря. Но, просто полистаю. И я листаю, и думаю, ох ты, а вот этой мелочи я никогда не знал. Там не помню, что там было. Не помню уже, что там было. Или про то, что можно было разделять, как-то указывать, литералы чисел как-то хитро или что-то еще. Я посмотрел, подумал, ух ты, я не знал, что так можно писать. Ну и что, тебе от того, что холодно, жарко? Да нет же. Казалось бы, нет. Потом я начал ее листать дальше, подумал, посмотрел, что здесь рекомендуется, есть такая рекомендация. И она действительно, я так подумал, действительно удобная рекомендация, но в крутых умных книжках подразумевается, что ты все это знаешь. И так получается, что базовые рекомендации в жизни часто важнее, чем какая-то ультратонкая рекомендация для высоконагруженных серверов, которые ты там будешь программировать один раз в своей жизни. Вот. И тогда ты или выведешь ее сам, или прочитаешь в еще одной умной книжке. А базовые рекомендации и базовые хитрости я посмотрел, подумал, прикольно. Я посмотрел, как вот простая банальная вещь. Когда создаются в Visual Studio проекты, то по умолчанию он создает его с большой буквы, папки называет, с большой буквы файлики называет. Казалось бы, мелочь. Вот. Но эта мелочь хорошо работает под Windows, потому что в Windows большими ты буквами или маленькими пишешь, неважно. В файловой системе. Вот. А на других операционных системах важно.
То есть, зависит от конкретной файловой системы, конечно, вот, но важно. И получается, ты написал какой-то код, отдал его кому-то, своему другу, свой друг под Windows работает, ты под macOS с другой файловой системой, и он что-то забрал, закоммитил, и конфликт на ровном месте. Потом ты заходишь и смотришь какую-нибудь Boost-библиотеку. И ты смотришь, что в этой библиотеке все всегда с маленькой буквы. И ты думаешь, а ведь это гарантия того, что ты никогда случайную глупость не сделаешь. Вот просто вот ошибешься и не заработает. И ты начинаешь так смотреть, что в мире C++ вот эта вот аккуратность, умение перепроверять, оно выходит на другой уровень. Ну, допустим, тот же пример с большой буквы, это все сейчас проверяется на уровне даже при компиляции статическими анализаторами. Что нам париться-то в IDE-шках? У нас не проверяется. То есть, как сказать, не проверяется? Грубо говоря, у тебя может быть файлик, который ты назвал как-нибудь с большой буквы. И есть такой же файлик с маленькой буквы, системный. И теперь возникает вопрос, какой из них, и ты include написал. Понятно. И возникает вопрос, какой из них откроется первым? Может быть так, может быть сяк. Окей. То есть есть такие мелкие проблемки, которые почти никогда не возникают. И ты говоришь, что эти мелкие вещи, которые базовые, можно почерпнуть в каких-то книжках для новичков. В базовых. Поэтому я могу сказать, можете не стесняться, как я, прочитать C++ для чайников. Окей. То есть она простая, легкая книжка, вы ее легко прочитаете, но базовый, если про нее расскажу хохму. Как-то пришел парень один после моих курсов к нам на собеседование. И меня позвали, чтобы я просто, я его не собеседовал, а другой человек собеседовал, но я был как бы сторонним арбитром, который бы подтвердил, что никого не валили, все было справедливо. Вот. И он пол собеседования сдал, пол завалил. Все, пошел. Потом где-то через год он снова пришел к нам, и вот сейчас у нас работает. Вот. Но когда он вышел оттуда, он мне рассказал такую вещь. А помните, вы говорили про книжку C++ для чайников? Так вот, я ее перечитал, и все вопросы, которые у меня спрашивали, все были оттуда. То есть многие думают, что их валят на собеседованиях, что их там прям вообще драконить будут. Это глупость полная. Обычно на собеседованиях спрашивают простейшие вещи, которые человек просто должен знать. Окей. Давай еще пару слов буквально про геймдев, собственно, потому что меня не поймут, если я у тебя не спрошу вопросы по геймдеву. Расскажи, пожалуйста, вообще, из каких частей состоит игрушка? Что нужно сделать, чтобы сделать какую-то игрушку? Казуалку какую-нибудь, простую. Хорошо, если мы возьмем простую игру, именно простую, которая стендалон, нет серверной части, нет ничего, вы просто хотите, не знаю, своему брату младшему дать поиграть, то вам нужен основной ее цикл. Это грубо говоря, окошко, в котором вы просто рисуете какую-то простенькую графику. Обычно это простые картиночки. Что значит графика? То есть я человек, который вообще никогда игры не писал, я могу представить, как сделать консоль, в которой у меня курсор будет бегать. Я могу через X, Y задавать положение курсора, и вот у меня будет какой-нибудь симулятор бомжа. Да, хорошо. Если чуть-чуть глубже рассказать, грубо говоря, вы можете сказать операционной системе: я хочу окно. Вы можете попросить операционную систему на весь экран, не на весь экран, можете переключиться потом. И дальше сказать, что я хочу контролировать каждый пиксель на этом экране. Для этого контроля есть специальная API, которая поддерживает ускорение. В современном мире это 4 API. Это DirectX, это Vulkan, это OpenGL и это Metal на Mac и iOS устройствах. Что значит ускорение? Ускорение – это значит, что вы будете отправлять на видеокарту команды отрисовки. Грубо говоря, я хочу здесь нарисовать кучу треугольников разных, с разными картинками, разных цветов. И хочу это сделать очень быстро, настолько быстро, насколько только возможно. И естественным образом видеокарта за это будет отрисовывать, выполнять эти команды. Одна школьная математика или первого курса математика, и с ней ее придется вспомнить. Мне именно тогда ее и пришлось вспомнить. И до сих пор иногда приходится вспоминать. Поэтому, то есть, грубо говоря, вам нужно взять любое API. В современном мире, если вы хотите использовать, что-то кроссплатформенное, то у вас выбора нет, кроме как использовать OpenGL.
потому что он работает сейчас как на Mac'ах, так на iOS, так и на Android'ах, так и на Windows, Linux, везде. То есть, грубо говоря, берете сейчас OpenGL, ES какой-нибудь, и на нем учитесь рисовать. ES — это... Embedded System, грубо говоря, урезанная версия OpenGL, которая поддерживается на мобильных устройствах. И учитесь просто вот эти треугольнички рисовать? Да. Треугольники, я так понимаю, это базовый какой-то элемент во всех этих движках. Все... Как они там называются? Ну, так и называются примитивы. Идея в том, что как только вы научитесь рисовать треугольник, вы сразу научитесь рисовать все остальное. Вот прям вот резко. Как это происходит? Вы, рассчитывая треугольник на экране, для каждой точки этого треугольника можете задать отдельный алгоритм математический, как именно рассчитать освещение этого треугольника. Ты имеешь в виду прям 2D-шный треугольник? Да, разница на самом деле, это в нашем представлении есть 2D и 3D, а для видеокарты и для API разницы нет. Вы просто передаете координаты и просто передаете шейдерную программу, шейд затенять, грубо говоря, освещать, затенять вот так. И просто передаете вот мои точки, и вот как я их хочу освещать. А зачем освещение? Почему-то это выделяется так очень сильно? Потому что это как бы математически, ближе к математике. Вы смотрите, какие у вас источники цвета. Вот, грубо говоря, у вас есть танк, и он подсвечивается вот с какой-то стороны, где-то он будет ярче, где-то у него будут какие-то блики. Вы смотрите там, вы просто вспоминаете всю эту математику, читаете о ней, если вы хотите 3D сделать. Если вы хотите 2D, то вы можете сделать что-то простое, то, что вот я играл когда-то на Денди, на Сеге, и сделать просто анимированные картинки. Которые... вот если взять Марио, например, да? Это просто анимации, которые... Да, это просто набор битмапов, так называемых, грубо говоря, маленьких фотографий, грубо говоря, которых вы, попиксельно управляете которыми. То есть вы выводите пиксель за пикселем прямоугольничками их и друг поверх друга. Хорошо. А кто отвечает за взаимодействие с окружающим миром? То есть вот за то, как действуют боты, как еще назвать? Те элементы, которые играют против тебя. В том же Марио те грибочки, которые на тебя бегут. Это какие-то отдельные программы, подпрограммы или это просто функции? Давайте тогда общую игру обрисуем. Вот возьмем Марио, чтобы было просто. Грубо говоря, у вас есть игра, есть ее цель всегда. И у вас все это работает в цикле. Вам нужно с определенной частотой показывать картинку анимированную, чтобы мир оживал. Допустим, эта частота 30 кадров в секунду. Вот каждый раз в 30 кадров вы должны обсчитать весь мир вокруг. И посмотреть, что нужно сделать. Там грибочек подвинуть вправо или влево, там, в зависимости от того, куда он должен, какие действия нажал пользователь. Пользователь, например, на геймпаде на своем нажал прыгнуть там, или поместиться вправо, или там, стрельнуть, там, или бросить огонь, который бросает Марио. То есть пользователь что-то сделал, вы определили его действия, прочитали их, грубо говоря, с вашего геймпада. После этого эти действия наложили на ваш мир игровой и проитерировали вот эту дельта-итерацию с 1/30 секунды. Как должен был сместиться мир, как должна была проиграть чуть-чуть дальше музыка немножко, кто-нибудь там взорваться должен был, что должно измениться. Вы, обновляете этот мир, симулируете вот за 1/30 секунды. После этого, грубо говоря, за 1/30, быстрее понятно, чтобы было. После этого вы измененный мир отрисовываете весь. Вы смотрите, так, грибочек был левее, стал правее, и перерисовываете его там, где он должен быть. Так, у Марио рука замахивалась, а теперь на следующем кадре она там, отмахивается, я не знаю. Вот. В результате вы просто выбираете правильные кадры, которые нужно рисовать, и отрисовываете их. Вы на самом деле все это сделали уже на предыдущем шаге, вам нужно просто отрисовать все это на экране. Естественным образом, если произошло какое-то действие, то вы на звуковую карту тоже отправляете команды, или, как правильно сказать, в микшер отправляете те буферы, которые он должен смешивать между собой. То есть, там, например, открывание двери, одновременно очередь из автомата или что-то еще, и все это объединяется. И вот так вы итерируете цикл за циклом. То есть, это бесконечная такая итерация. Если брать, конечно, искусственный интеллект, вот как какого-то бота маленького, то обычно это делается через finite state машины, если по-английски, а по-русски, как это сказать правильно? Конечный автомат. Конечный автомат. То есть, вы берете, грубо говоря,
обычно он задается таблицей. Вы задаете таблицей конечный автомат всех действий и переходов между ними. Грубо говоря, ваш грибочек может там упасть, может расти, может там съесть главного героя, там, ну что еще он там может делать. Вы все это продумываете и задаете таблицей. После того, как у вас происходит каждое действие, вы математически смотрите, по табличке находится так. Я был в состоянии, там, грибочек растет. А сейчас прошло там дельта времени, там, 1/30 секунды. Что должно быть дальше? Вырос я или не вырос? Мне нужно там переключить, следовательно, анимацию, потом проверить столкновение с другими объектами, там, может быть, там главный герой об меня врезался, или я врезался там в трубу, теперь должен идти в другую сторону. И вы проверяете, ну, грубо говоря, у вас есть состояние, есть входы и выходы из этого состояния. И как вас учили в институте, если кого-то меня учили, мне, слава богу, повезло, меня учили в институте, как делать, как работать с этими конечными автоматами. И вы их просто программируете. Ну, окей, на примере Марио, допустим, более-менее понятно. То есть это не такая уж сложная игрушка. Но, блин, когда ты видишь Blitz, World of Tanks Blitz, ты понимаешь, что там, ну, дофигища всяких состояний, дофигища всего, там и тени, и куча графики, и музыка, и там еще параллельно игроки какие-то другие что-то делают. У меня просто это же явно там не просто полотно какое-то, которое вызывается раз в 30 секунд, грубо говоря, один раз в какой-то промежуток времени и рендерится. Или на примитивном уровне это действительно так? На примитивном уровне это действительно так, только у вас добавляется еще сетевой уровень. Угу. То есть вы должны где-то, ну, у вас могут быть лаги, компенсации какие-то, и вы, грубо говоря, должны еще, ну, понимать, что сигнал там не прошел, но он пройдет через какой-то там, через 200 миллисекунд, и пользователю по этому поводу не нужно останавливать игру. То есть, если его танк ехал, он может еще какое-то время продолжить ехать в каком-то направлении, но хотя на самом деле сервер уже знает, что в него попал снаряд. То есть, ну, просто потому что... Предиктивные модели делаются? То есть, на самом деле, у нас, ну, когда я лазил в этот код, я за него не отвечаю, просто не хочу никого подвести. У нас... последнее успешное действие просто продолжает делаться. То есть, если, например, танк ехал, и мы не знаем точно, что что-то произошло, он будет ехать дальше. Как будто так можно ехать. Вот, поэтому можно визуально увидеть, что я вроде как-то в какое-то дерево въехал, вот, а потом придет с сервера чуть-чуть ответ, что ты на самом деле, ну, или в камень, а ты на самом деле не въехал, ты вот здесь стоишь. Вот, ну, то есть, какие-то рассинхроненные могут быть. Вот. Обычно в клиент-серверной игре все усложняется из-за сервера и из-за лага. То есть вещи, которые вы, ну вот вы когда нажали стрельнуть, это значит, вы только послали на сервер, что я стрельнул. А в этот момент на сервер пришла команда от другого игрока, что он тоже стрельнул. Теперь вопрос, кто из вас раньше стрельнул? На самом деле не важно, кто из вас раньше стрельнул, важно, чей сигнал быстрее добрался до сервера. Угу. Понимаете? Потому что если у кого-то лаг, ну кто-то взял, там мама шла, там у какого-нибудь школьника задела кабель и выдернула его с ноутбука. Он быстренько наклонился, воткнул его обратно, но за это время, ну, и он даже раньше мог стрельнуть. Он даже, ну, понимаете, он мог даже стрельнуть раньше, но пакет передался позже, и в результате другие игроки уже думают, что они победили. Хорошо. А он на самом деле мог даже стрельнув раньше, ну, не пришел по каким-то сетевым проблемам, его там через 3G там играет, там, его пакет, а пришел чуть-чуть позже, но другие-то игроки им уже отослали сигнал о том, что, ну, его уже там победили. Грубо говоря, у них дуэль была. Вот, поэтому в сетевых играх, ну, грубо говоря, лаг имеет тоже очень большое значение. А не бывает таких систем, чтобы вместе с каждым пакетом приходила еще временная метка от пользователя? Всегда приходит. То есть таким образом ты видишь время, которое было у пользователя, а не время прихода на клиента? Да, но может быть уже поздно. Тебе приходит пакет, что пользователь стрельнул раньше, но она пришла с опозданием, и ты уже посчитал, что выиграл другой игрок. Теперь у тебя большая беда. С одной стороны, ты можешь сказать, но на самом деле мы должны отдать должное этому игроку, он-то стрелял раньше. Но здесь может быть миллион причин. А что, если он хакнул наш протокол, и он врет, что он стрельнул раньше? Кто его знает, кто из них стрельнул раньше? То есть, ну, стрельнул раньше должен был прийти твой пакет. Вот, поэтому...
ну, там миллион сложностей. Как посчитать физику, как сделать так, чтобы удобно было управлять техникой. Ну, вот, как сделать вообще саму объектную модель, потому что вот это, кстати, то, как вот правильно программировать. В институте нам рассказывали всегда про какое-то ООП, такое сферическое, а в жизни я понял, что я, например, знаю, что такое куб, или я знаю какие-то вот концепции, и мне нужно тебе дать что-то, ну, помочь мне или вместе запрограммировать. Если у меня есть какая-то в моем сознании четкая модель чего-то, и я могу легко ее словами тебе напомнить, а в твоем сознании она тоже есть, и такой, да, вот о чем ты говоришь. И мне легко, то вот то, как мне наипростейшим образом эту модель проще описать, вот именно так и надо описывать. Конечно, если ты там знаешь там плагин, ну не знаю, там не плагин, а какой-нибудь модель, какую-нибудь, не знаю, там, не знаю, какой-нибудь, знаешь, не знаю, вот решили что-то делать, и ты говоришь, давай сделаем через какой-нибудь P-Impl имплементацию, там какой-нибудь. И я такой, давай. Ты знаешь, что это такое, я знаю, что это такое, и мы легко это понимаем друг друга. И так с любым словом, с любой формой. Поэтому чем ближе, когда мы долго работаем над каким-то проектом, мы уже знаем, там, какие снаряды, как они переключаются, мы знаем какие-то слова, которые, ну, нам очень близки и понятны в нашей специфике. Вот именно их мы используем в программах, ну, используем. И так вот, ну, это наиболее эффективно получается, наш труд получается, и более эффективен. Вот. И поэтому для человека, если он не в какой-то методологии, не в какой-то терминологии еще не знает, он может посмотреть и сказать, да меня учили другому ООП, да вообще все нужно пересписывать по-другому. Но это только время, пока он сам вот поймет ту модель, ну, ментальную, которая была у тех людей, кто это писал. И поэтому нужно всегда стараться с себя самого вот переключать и понимать, как это работает. Кстати, хотел две важные вещи еще рассказать. В программировании, вот C++, он, конечно, глобальная технология. Все компиляторы на нем написаны. Ну, если не все, например, вот как я вот говорил, Rust, он написан вроде бы как не на C++, но бэкэнд у него на C++ написан. То есть, грубо говоря, практически все написано, и все операционные системы, и компилятор. Это две вещи, которые вам нужны. Если завтра появится новая приставка, там в Беларуси сделают супер приставку, которая будет лучше PlayStation, лучше Xbox, лучше всего на свете, и нужно будет на ней завести весь остальной стек технологий, то окажется, что первые вещи, которые в ней нужны, это компилятор и ядро операционной системы. А все остальное, грубо говоря, мы возьмем готово и просто заточим под нужды. И вот нужно понимать, вот как две вещи важны в плане игр. Игра — это всего лишь real-time база данных. То есть у тебя есть куча объектов, их связи между собой, и ты быстро с большой частотой должен эти связи обновлять. Вот так нужно относиться к игре. Это просто real-time база данных. Ты быстренько все пересчитал, у тебя все красиво, все отлично. Медленно пересчитал, мучаешься, и игрок мучается. Естественно, это нужно брать к таким играм, вот как мы делаем. Если вы делаете шахматы, там, где пошаговое что-то, вам можно по-другому относиться. Но я именно такие шутеры, FPS, стратегии, то, что вот, ну, в таком стиле написано. Огромная база данных с какой-то предметной областью, вы там, не знаю, вы там в цивилизацию играете, танчики, юниты двигаете, вы понимаете, кто куда едет, кто как стреляет, или там лучниками какими-то управляете. Вы понимаете, как это делать, вы понимаете, ну, кого куда послать, и чтобы это было быстро и легко. И в этой огромной базе данных посвященная, ну, ваша предметная область просто симулируется. Чем быстрее, тем лучше. Вот. Когда вы ее отсимулировали, ваша задача ее потом становится визуализовать и озвучить. Это уже отдельно какие-то... Да, то есть, грубо говоря, у вас есть какой-то физический движок или физически в мире вашей игры, там может быть своя физика, все свое, может быть свои правила, как в Марио, например, там свои правила. Вот. Вы, грубо говоря, с какой-то частотой симулируете этот мир, старайтесь, чтобы эта частота была, ну, человеку близка с реальным миром. Больше, чем там 25, да? Да. И потом визуализируйте, озвучиваете с этой же частотой. Если она серверная, то все то же самое, только чуть-чуть сложнее, потому что у вас
дополнительный алгоритм. А вот появляется. движок во всем этом, он выполняет какую роль? Именно просчета всего, что творится в мире? Или он еще и рендером картинки занимается, звука? Вот что? Современные движки обычно делают все. Угу. Ну, и рендер картинки, и физику считают, и сеть. То есть они стараются сделать все. А ты, грубо говоря, обычно из какого-нибудь скриптового языка или вообще как в Unreal Engine там из визуального скриптового языка просто говоришь там, ну, вот это будут модели, загрузите мне их, пожалуйста. Потом отрисуйте мне их такими-то материалами. Потом, если пользователь подойдет сюда, нажмет здесь такую-то кнопку или такой-то триггер сработает, то там, не знаю, вот эту модель поменяйте на эту модель, вот здесь вот запустите с такой-то скоростью. Такой гибкий очень фреймворк большой. Да, то есть современные такие вот движки, это огромные такие, я бы даже сказал, очень огромные программные комплексы, наверное, целые, которые могут, в принципе, все, вот, но их всегда приходится затачивать под непосредственно доменную область, как это по-русски сказать правильно, под непосредственную вот ту модель игры, которую вы делаете. И самое интересное, что иногда это может быть сделать труднее, чем написать свой движок с нуля. Потому что есть много готовых компонентов, там отдельный движок графики, отдельный движок звука, отдельный движок физики, который вы можете, современный программист такой качественный, может их достаточно быстро скомпоновать и получить, ну, приемлемый результат. У вас свой движок, да, насколько я знаю? Да, у нас, как в принципе все современные AAA игры, они написаны либо на своем движке, либо написаны с погружением в исходники игры. Грубо говоря, если вы пишете на Unreal, вы руки замараете, в C++ вы по-любому залезете. Если вы пишете на Unity, например, то если вы делаете что-то серьезное, AAA какой-нибудь, то вам придется купить исходники Unity, и я более чем уверен, придется тоже замарать руки в C++. Вот, чтобы еще больше понять разницу между играми уровня Близзарда, Блица и Марио, можешь привести какой-нибудь пример из жизни? Вот там, допустим, типа Марио это может там машина, а Блиц это самолет. Ну, я не знаю, вот чтобы понять степень сложности игр, которые разрабатывает Wargaming, в отличие от этих вот игр, которые были у нас на 8 битках. Ну, сложность огромная. Чтобы сделать Марио, вот можно прийти ко мне на те же мои курсы, и через 3 месяца этих курсов я гарантирую, ну, если человек усвоит, естественно, все, он сможет создать любой Марио, там, даже и лучше что-нибудь. Вот. А чтобы создать Блиц, ему придется все то же самое, на самом деле все то же самое. Только как в мопед и какой-нибудь крутой японский мотоцикл. То есть, ну, в принципе, и там поршневой двигатель, и там цепной привод, там, ну, сцепление там есть. Вот, ну, там гидравлика, там чуть-чуть будет куча нюансов, которые вот, ну, разница между ними будет огромная. Mm-hmm. Вот так и здесь. Грубо говоря, если вы рендер возьмете, как спрайтики рисовать, битмапчики рисовать на какой-то большой битмап один, ну, на ваш экран, ну, человека можно очень быстро научить. А когда ты ему скажешь, вот я хочу, чтобы здесь был огонь, и когда шел туман, через огонь преломлялось, ну, вы знаете, как в современных играх, там над огнем вот как будто теплый воздух преломляется. Да. Ему тогда придется уже понять, вот как ему рендерить картинку в отдельный рендер-буфер, как ему там меш как-то чуть-чуть двигать, как ему это все преломлять, чтобы это выглядело естественно. Ему придется гораздо больше рассказать информации. Ему придется гораздо глубже познакомиться с математикой. То есть вот все, в принципе, все то же самое. Только уровень сложности сразу повышается. То есть та же самая физика, только сложнее. Та же самая графика, только сложнее. Угу. Та же самая сеть добавится. Ну, тоже, если где-то вы можете просто скачать обычным там по TCP соединению обычные байтики и просто, ну, вот, все, я сетевой программист, то в играх окажется, что это неприемлемо, нужно только UDP использовать, ну, в таких быстрых шутерах, да, и вам нужно будет какой-то протокол свой разработать или взять какой-то готовый, и все это проверить, отладить, и возникает проблема, когда вот человек ни разу в жизни не отлаживал сетевую программу, которая распределена, то есть одновременно и на клиенте, и на сервере, и еще у кого-то. Когда ему нужно будет, он будет видеть, что рассинхронно, как его исправить. Окажется, что, ну, просто запустить отладчик на своей программе, поставить на паузу в Visual Studio, и там мышкой возюкать по переменным,
ну, это вам будет мало. А ты как геймдев-разработчик одинаково хорошо можешь делать и сетевые взаимодействия, и физику, и движок, и Нет, графику, или это конечно. все разные специалисты? Нет, конечно, нет. Я делал, ну, сам полностью с нуля 2D-игры. То есть 2D-игры я могу делать любой сложности, то есть я не боюсь их. А 3D у меня нет опыта, то есть такого серьезного. Я там, ну, делаю какие-то вещи, сам для себя учусь, качаюсь, мне это интересно. Но я просто, ну, школьник на фоне тех, кто занимается этим там 5 и больше лет. То есть у вас есть разделение вот конечно, на сферы конечно, действий. Конечно. И это все C++ разработчики, просто И они это занимаются все разными. C++ разработчики, да. То есть, грубо говоря, я бы так сказал, что если вы просто хотите поскорее устроиться, например, на работу, идите вначале простым геймдев-разработчиком. Вам не надо там знать рендер, вам не надо знать там глубоко операционные системы, вам не надо много чего знать, потому что если вы научились C++, вы, грубо говоря, вы придете, вы поговорите с людьми, увидите объектную модель, что, как, с чем взаимодействует, вы сможете писать уже код. То есть достаточно для джуна знать только язык хорошо? Да. А математика какая-нибудь? Ну, придется, потому что, грубо говоря, когда вектор направлен, куда летит снаряд, и вообще попал он, не попал, но придется математику Придется по ходу или уже на входе нужно знать? Ну, если в институте была, то придется, можно по ходу. Хорошо. По поводу английского языка? Ну, его, как я бы сказал так, без него вообще ничего не получится, потому что вся документация на английском языке. Я не знаю, может быть, я другими движками мало пользуюсь, но я сомневаюсь, что вы где-нибудь найдете там Unreal или Unity и документацию к нему на русском языке. Хотя, может, и есть, я не знаю просто. Вот. Скорее всего, везде, кругом все на английском языке, поэтому у вас просто нет никакого шанса без английского языка. Вам не надо разговорный английский, вам не надо письма писать, потому что мы все на русском говорим. Вот. Но иногда мне приходилось, например, у нас была проблема с сетевой частью несколько лет назад, у нас была проблема под Android на каких-то девайсах, там с сетью что-то было с клиентом, а нам помогали ребята из Австралии. И вот нам приходилось с ним договориться, и через Skype я помогал ему собирать нашего клиента под Android Studio, что-то такое, или под Eclipse тогда еще был. Вот. И мне пришлось тогда вот весь мой скилл английского применить просто какой был. Вот. Но нормально. Он был, ну, как сказать, милосерден ко мне, к моему английскому. Ему главное было, чтобы получилось все. И у него получилось. И я был тоже доволен, что мы нашли общий язык. То есть нет такого, что там твой английский ужасен, поэтому мы будем всей толпой над тобой издеваться. А вот говоря про хорошее знание плюсов, ты подразумеваешь, что оно в себя включает знание устройства операционных систем, сетей, компьютера, и знание алгоритмов и баз структур данных? Или это отдельно? Говоря про хорошее знание C++, я подразумеваю, что человек именно язык хорошо знает. То есть можно не шарить там, как устроена оперативная память, процессор? Ну, в общих чертах человек, который, ну, использует C++, он уже понимает, он уже многие вещи понимает, но досконально, я сам досконально не знаю всяких нюансов. Ну, это сейчас вопрос к тому, чтобы понять чуть больше глубину плюсов, потому что, вот, допустим, дотнетчик среднестатистический, он может вообще не знать, что в компе творится на начальных порах, и пройти на вакансию. То есть он может даже не знать, что там есть, не знаю, процессор, ему это не волнует. Ну, на плюсах все хорошо, как только пока оно хорошо работает. Но чуть-чуть ты сделал ошибку, вот любую ошибку, чуть-чуть у тебя память потекла. Она потекла, все сразу, вот мы уже представляем, что итерация один раз там в 30 секунд, ну, 30 итераций в секунду. Чуть-чуть, если где-то что-то сделал не так, это очень быстро вылезет, ну, как быстро, может через минуту, а может за пару боев вылезти. И игра становится неиграбельной, и надо искать ошибку, надо думать, а почему здесь время загрузки увеличилось, а почему здесь то, а почему сё. И, грубо говоря, постоянно приходится решать такие проблемы. Вот. Поэтому рендерщики в основном этим занимаются, потому что, ну, вычислительных сложностей больше всего в отрисовке обычно. Вот. Поэтому им приходится брать и все проверять. Там, ну, грубо говоря, подправили, сделали чуть красивее траву, начала педалить на старых устройствах. Что будем делать? Как будем выкручиваться? И людям нужно мозжечок напрягать, выдумывать разные способы. А как насчет алгоритмов? Надо знать. Ну, я к алгоритмам отношусь спокойно. То есть, если человеку... Ну, то есть, я считаю, что... Ну, вот мы спросили человека, что значит алгоритм? Я приведу пример на собеседовании. Я спрашиваю у человека, вот, ты знаешь такой вот стандартный алгоритм std-sort? Он говорит, ну, да, знаю. Вот, ну, знаю такую функцию, грубо говоря.
как она устроена. Вот у меня простой вопрос. Она выделяет динамическую память или сортирует вот эту область без выделения динамической памяти? Вот. И человек, который знает плюсы, я ожидаю, что человек знает плюсы, он ответит, это хороший человек. Если не ответит, ничего страшного, там миллион других вопросов можно задать. Я ожидаю, что он ответит так, что стандартом это не оговаривается, поэтому может и выделять, а может и не выделять. И обычно внутри std-sort может использовать на разных реализациях, под разными компиляторами, разными операционками, разные свои собственные внутренние реализации. Часто она может сама определять, какой размер ей нужно сортировать. И в зависимости от этого внутри выбирать один вид сортировки или другой вид сортировки. Вот. И я сразу проверяю адекватность. Если человеку, например, в реал-тайме нужно будет сортировать каких-нибудь 100 единиц чего-нибудь. Вот. И если он понимает, что здесь может сортировать 100 каких-то целых чисел, это даже если это сделать самым каким-нибудь пузырьковым методом, но они просто числа в каком-то куске памяти лежат, грубо говоря, 1000 сравнений, то все равно это ерунда. Если это больше ничего такого нету. Но если это если мы ничего больше не сделали, но если у нас будет хотя бы одно выделение памяти в этот момент, а если 2, если 3 дополнительные, то выделение памяти это не инт местами поменять. Выделение памяти это запрос к операционной системе, которая говорит: а сколько у меня свободных страниц памяти, так у меня же тут нет ничего, а может мне почистить какую-нибудь, может быть сдвинуть какую-то память? Нет, давай не сдвинем, давай поищем первое свободное место. То есть могут быть разные алгоритмы. Вот. И он ищет первое свободное место, а его может уже давно и нет этого свободного места. И получается у тебя маленькая функция какая-то, которая должна была сделать ерунду, а она и всегда работает быстро, но иногда из-за выделения памяти она вдруг может проседать. И тогда ты должен понимать, если это, например, инициализация игры, и заход в бой или что-то еще, ничего страшного, человек смотрит просто на экран, который загружается. И пользователь видит крутелку какую-нибудь или что-то еще, все в порядке, он ожидает. Но если там что-то лаганет, не страшно, не критично. Но если человек уже играет в бой, желательно, чтобы у него уже, наверное, все было подгружено, чтобы уже тут все было ровно. Потому что если здесь у него вдруг выяснится, что что-то давайте лагать, как-то неправильно. Понятное дело, что все равно всегда есть специфика работы, и всегда хочется сделать что-то чуть быстрее, а быстрее это всегда хакнуть, быстрее это всегда выделить какую-то дополнительную память. И если работает быстро, так и хорошо. А если нет, то переписать как-то правильно, это может быть более трудоемко. Поэтому бывает по-разному. И последний вопрос перед Блицем будет о том, что бы ты себе посоветовал 15 лет назад? Какой бы ты в плане трудоустройства или в плане... 15 лет назад, тот период, который был началом твоей карьеры как программиста. Любой совет, который бы... Я понял. 15 лет назад с моим текущим сознанием, если бы я прям мог переместиться в тот момент прямо сейчас, я бы изучил отлично Unix, изучил отлично C++, сразу сконцентрировался на этой технологии, поехал бы в Минск сразу, то есть прям не тратя времени, и открывал бы здесь свою контору. Собирал тоже фанатиков таких-то, и был бы оглушительный успех. На этом у нас по основной части все. Я уверен, что всем было интересно, и поэтому прямо сейчас поставьте лайк. А теперь у нас блиц. Последняя часть – это те вопросы, которые я тебе не высылал. Они могут быть чуть-чуть каверзные местами. Их не более 10. Можешь один из этих вопросов скипануть, пропустить. На остальные попрошу отвечать более-менее честно. Собственно, вот так вот. Значит, поехали. Первый вопрос. Зачем в плюсах нужно множественное наследование? Все, кто в ООП парадигме, они вообще не понимают, зачем. Это же костыль. Я согласен, что это костыль, но иногда та предметная область, которую вы делаете, вы можете очень легко прямо здесь и сейчас заиспользовать наследование не как наследование, а как реализацию. И вам, может быть, это просто удобно. Это не значит, что это круто, но вы можете это сделать. И представьте себе, если вы что-то можете заюзать, и работает. А можете переписывать неделю.
Ну, как бы, я не хочу сказать, что множественное наследие нужно всем использовать, но если я вот вижу, что вот, ну, я могу его здесь применить, это редко бывает, редко-редко, но если я могу его применить, как именно для использования нескольких классов, вот, то ничего страшного. То есть, когда ты точно знаешь, что это не вырастет дальше во что-то более масштабное и не принесет проблем. Да, обычно это можно, я бы, не знаю, я бы применил его, лучше бы не применял, но я бы применил это вот, когда у вас есть какая-то вот область, где у вас уже было, обычно уже было какое-то наследование, и вам нужно, ну, чуть-чуть его действительно подхачить, подкрутить, вот, немножко добавить в него примесь какую-то свою, такую, чтобы было удобно. И переписывать ради этого все, ну, я думаю, что это нецелесообразно просто. Самый худший язык, по твоему мнению, и почему? Язык программирования. Самый худший? Мне реально сложно ответить на этот вопрос, потому что я, чтобы вы понимали, я пишу на всех языках, которые мне, в принципе, вот приходилось Тогда с писать. чем тебе менее комфортно работать из этих языков было? И почему? Может быть, там... Наверное, JavaScript. Почему? Наверное, JavaScript. Разные браузеры по-разному обрабатывают, где что-то поддерживается, там что-то не поддерживается. То есть, ну, сам синтаксис его такой, ну, сейчас он намного лучше стал. Вот, ну, новые стандарты просто вышли. А тогда, когда я писал на нем, это было черт знает когда, давно, больше 10 лет назад, мне приходилось, в EPAM, когда я работал, я смотрел на него как на какую-то глупость, когда ты можешь написать там какие-нибудь простые базовые вещи, там, грубо говоря, там, где ты ожидаешь, что что-то в число превратится или что-то в строку, а это не так, и ты думаешь, опачки, неожиданно. Вот. В общем, я бы, наверное, сказал, что тот язык, который я бы, никому не рекомендовал, это JavaScript. Принято. Динамическая типизация – это хорошо или плохо, и почему? Для скриптов это реально хорошо. Для скриптов это реально классно. Ну, представим себе, у меня есть сложная система, какая-нибудь CAD какой-нибудь. И я там рассчитываю, не знаю, там прочность, там, не знаю, новую Ferrari делаю, новую Формулу-1 делаю, и смотрю, какие будут заносы, какие вот... И я сразу открыл консоль и где-то, прикрутил быстренько свой алгоритм, который будет рассчитывать чуть-чуть по-другому физику как-то. Если я где-то допустил ошибку, мне там питонячая консоль там написала, вот здесь у тебя там, не работает. Ничего страшного, я 10 раз это поправил и запустил. И когда я могу итерировать легко, быстро в этом каде смотреть визуализацию, где будет там напряжение, где что-то лопнет там, я могу быстро это пробовать. И то вот эта вот скорость итерации, моей скорости итерации, она выше той скорости, когда мне нужно будет это, использовать на других машинах, потому что это обычно я инженер, я сижу и перепроверяю разные какие-то способы. Вот. И поэтому мне это нужно здесь и сейчас, это нужно быстро. Но если бы мне это нужно было делать на миллионах компьютеров, то, конечно, это неправильно, и нужно было бы переписать это, сделать качественно, аккуратно на том же C++, C++ в какой-то библиотеке отлично, или сделать на C++ и с интерфейсом в Python какой-то. Но вот когда мне нужен быстрый интерфейс программирования внутрь какой-то системы, то динамическая типизация – это прекрасная вещь. Окей. Есть ли смысл писать сайт на C? Я думаю, для меня C и C++ это общая технология. Я бы сказал так, что если у вас есть смысл такой, если вы там Facebook, насколько я помню, они же сделали транслятор из PHP в C++. Да, есть. То есть есть смысл, если вы хотите, и они там хвастались этим, они сказали, что они там на 9 или несколько процентов сэкономили расходы на электричество, а эти 9% у них это там столько-то там миллионов долларов, поэтому это было супер выгодно. И этот транслятор на C++ переписали, то есть PHP как был там, так и остался, или что там у них было, не помню. Так вот, и наняли сколько-то там C++ программистов, и их цена этих программистов, была намного меньше, чем они сэкономили энергии. Поэтому это может быть выгодно. Окей. В титрах Блица есть ли твое имя? Я сразу могу сказать, в Блице нет титров. Это ужасно. А в обычных танках они есть? Нету. Их не было. Если я ошибся, то пускай меня проверят или выдержат этот. Я считаю, что это было бы восхитительно, если бы, например, разработчик, который отработал 5 лет,
Это я, например. Да. И если вы их брали и добавляли, была кнопочка, титры там. То есть есть вот эта вот хотелочка, чтобы ачивочка была. Да, чтобы вот, потому что, ну, на других играх написано, кто я сделал. Вы возьмите мою первую игру, там, Romance of Rome, вы ее пройдете до конца, там, вам будут титры. Но это же не AAA игры. Вот есть ли такая практика в AAA, я просто не знаю. Ну, например, если вы пройдете GTA-шку, ту же самую вот крайнюю GTA-шку, вы там будете сидеть после этого 40 минут титры смотреть. Ну, да. И там все студии, всех, я за титры. Так что, если меня смотрит наше руководство, добавляйте титры. Сейчас вопросик по зарплатам. Какую бы ты считал справедливой зарплату для начинающего гейм-девелопера? Чем меньше, тем лучше. 0. Вот, это идеальная За зарплата. хлеб нормально работать? Если он не женат, и у него есть где жить. То есть, если ты женат, все, у тебя не получится. Но если ты не женат, и ты готов работать за 0, я таких знаю людей, я вот почти такой человек, то ты будешь развиваться очень качественно и быстро. Почему? Потому что у тебя дикая мотивация. Дикая мотивация, чтобы заработать потом? Не-не-не-не. То есть я еще хочу сказать, если вы хотите денег, вот именно денег, идите пишите. Вот я работал на EPAM, а EPAM в то время работал на банке. Разное. Это было безумно выгодно. Я всем рекомендую, если кто-то хочет войти деньги, вообще не тратьте времени, смотрите только банковские вакансии. Там полно нужно разработчиков, там вам не надо будет каждый байт считать, для вас купят сервера качественные, вас проверят, чтобы вы... Там очень, сотрудник, представьте себе сотрудника банка, которого проверят, что вот он надежный, он честный, там родственники не сидели, там все у него хорошо. Его будут подпускать к таким базам данных, где можно, где рискованная информация, где нужно все делать аккуратно. И ему будут платить только за надежность, только за то, что этот человек ничего лишнего не скажет, ни базу не так оно и есть, это проверено. Да, вы даже посмотрите, какие там требования. То есть там очень жесткие требования к самим разработчикам. Хорошо, то есть ты говоришь, что готовность работать за хлеб – это по факту выражение твоей готовности к работе. То есть что ты не за бабки пришел, а вот именно… Да, игры. Я подчеркну, я же работал в нескольких игровых конторах. Я могу сразу сказать, что деньги приходят примерно на 5-й год. Чтобы вот никто не... Подожди, но это же не значит, что ты 5 лет будешь работать там за $100 условно. Вот в том-то и дело, что обычно те люди, которые... Вот я даже не знаю, как вот развивались... мы знаем некоторые легенды, которые нам Виктор Кислый рассказывал, и все остальное, что они там... у всех эти легенды почти одинаковые. На квартире, которая принадлежала одному из участников. Они собирались сами и кое-как там работали. Ты сейчас говоришь про фаундеров. А я спрашиваю вот про обычного чувака, который закончил твои курсы. Кстати, мы не поговорили про курсы, о них еще я спрошу чуть дальше. Вот закончил парень курсы, на что ему можно рассчитывать после курсов? Wargaming, не Wargaming, какая угодно компания, скажем так. Я бы сказал так, если вы джун, и вы приходите в любую контору, я не говорю про Wargaming, в любую, я просто работаю, я преподаю со студентами, я как бы знаю по рынку цены и все остальное, я могу сказать, что если вы джун, а это видно на собеседованиях, и у вас спрашивают про зарплату, не говорите ничего, просто даже выше 1000 даже как бы и не говорите. Потому что, просто есть, я просто смотрю, кто как учится и все остальное. Даже не говорите. Цена должна быть лучше, промолчите и скажите, вот какую дадут, такую дадут. То есть сейчас же HR такие, которые не понимают такой ответ. Они говорят, скажите нам цифру. Посчитайте, тогда отталкивайтесь от реальной жизни, что вам нужно. Грубо говоря, возьмите тот минимум, который вам реально нужен. Например, вы снимаете в Минске квартиру, вы там кушаете, вы там пользуетесь метро, вы там, и плюс вам еще нужно там на всякие пожарные там $200 сверху. Вот такую сумму и назовите. Тогда у вас будет, если вы назовете, если окажется, что это там сильно маленькое, то вас пожалеют, вам накинут. Получается баксов 500 минимум, как бы надо... В Минске я снимаю, когда, сейчас у меня есть своя квартира в Минске, но была у меня съемная. Я снимал двушку с ремонтом, со стиральной машиной и с полным фаршем. Вот здесь, недалеко от работы, я снимал за $220. Я не знаю, какие сейчас цены, потому что я просто не снимаю. Но я могу сказать, что за $220 плюс все остальное, что вам надо покушать. Я как бы не притязателен к еде, я просто вегетарианец, мне можно подножный корм давать. Поэтому получается, что, я до сих пор живу очень экономно. А я вот поражаюсь просто этим ценам. Зачастую я всегда спрашиваю этот вопрос, и мне там говорят, 400 минимум, 800, очень часто отвечают. Я думаю, ё-моё, я когда джуном был, я зарабатывал
первая зарплата у меня была $50, через полгода я зарабатывал $250. И эти $250 я зарабатывал где-то год. И нормально было. Хотя цены там, ну, в 1,5 раза были, наверное, меньше. Но это не так уж давно было. А сейчас люди там косарь зарабатывают, будучи женом, и сидят еще жалуются. Товарищи. Я просто иногда знаю студентов, которые на моих курсах говорят, вот я прошел ваши курсы, я все понял, мне все понятно, и я теперь хочу вот вообще минимум такой. Я слушаю, даже не буду озвучить цифр. Я думаю, что как бы... Ну, а кто его знает? Может, он под счастливой звездой родился, может, ему удастся, как бы, может быть, сейчас же бывают всякие, ну, стартапы, которые сделаны для того, чтобы распилить деньги. И тогда его могут взять, и он, может, даже будет там зарабатывать такие деньги. И последний вопросик практически про твою карьеру как преподавателя. Тут интересный момент. Вначале ты говорил, что в школе ты фигово учился, потому что не видел смысла. Вот. А тут ты сам преподавателем стал. Да. Расскажи, где ты преподаешь, что ты преподаешь и зачем, как, для чего? Вот, ну, в целом, как бы вот когда мне где-то стало года 32, там где-то мне было почти 33, исполнился, помню, август был месяц, я вдруг я понял, для чего жить-то в принципе надо. И когда я это понял, я понял, что мне нужно в эту сторону разворачиваться. Ну, потихонечку хотя бы. Вот, я подумал, что по-хорошему, то образование, которое сейчас в школе дается, то образование в институте намного лучше. Могу сказать, вот тем, кто вот не учился, могу сразу сказать, что вообще школа – это самое плохое, что с вами может случиться, но через нее приходится пройти. В институте учиться, кто учился, тот подтвердит, я думаю, намного интереснее. Вот просто разница неба и земля. И вот это вот у меня мысль была раньше, что вот то, как в школе, точно так же будет в институте. Нет, институт намного лучше. Вот. Но даже наш институт – это не то, чем можно бить себе там пяткой в грудь и говорить, что это классно. Может быть, еще намного лучше. И чего у нас не хватает, на мой взгляд, это такая, как бы у нас очень мало денег платят преподавателям. У меня и бывшая жена учительница была. И как бы я вот смотрел на то, как это все происходит, и я видел, что основная проблема там даже в том, что у нас просто не хватает мужчин-преподавателей. Потому что мужчина, он не пойдет туда, где копейки платят. Вот. В результате получается, что ну, там просто не хватает вот специалистов, которые бы знали то, что они делали. И часто, вот как у меня часто было, вот все преподаватели, которых я вот называл, которые классные вот за вот сегодняшний вечер, они все где-то работали когда-то, а потом, ну, просто потому что как бы квартиры есть, все, машины есть, ну, просто по велению души поняли, что надо отдавать обществу обратно. Надо отдавать обществу обратно эти знания, потому что, ну, в гроб они с собой не нужны просто. И поэтому было бы неплохо преподавать. Тем более, когда есть люди, которые тянутся. Тем более, я помню, как мы приходили целой подгруппой, пришли к нашему преподавателю по программированию в конце первого курса и сказали, ну вот мы научились сортировать массивчики, а игры как делать? Он говорит, ну вы умеете, как бы уже в принципе все умеете, все, идите, все, мне некогда. И я был тогда вот такой подавленный, расстроенный. Я думал, ну, блин, ну что я умею? Ну, я не понимаю, как вот пиксель на экране определенного цвета сделать. Я не понимаю, как звук сформировать, куда вообще, что, как драйверы работают. Я ничего не понимаю, не знаю вообще, как с этим делать. Это для меня космос казалось. Поэтому я считаю, что сам научился чему-то. Дальше ты через какое-то время должен отдавать это обратно, обучать другое поколение. Есть, кстати, великолепная лекция парня, который Брэда написал, кучу разных игр, он такой крутой инди-девелопер. Он в этой лекции показывает древнюю такую чашку. Она из какого-то зеленого камня сделана с золотыми ручками и всем остальным. И он показывает, что в зависимости от того, какую жидкость, по-моему, ты налил и как светом освещаешь, она по-разному выглядит. И он говорит, это настолько круто и великолепно выглядит, но прикол в том, что мы утратили эту технологию, мы не знаем, как это работает. Вот вроде современное общество, компьютеры и все остальное, но мы до сих пор не знаем, как они это сделали. Вот. И нет вот как бы туториала какого-то в интернете, как вот быстро делать такие красивые артефакты, которые нам достались от прошлых. И такое было часто. Там теряли секрет стали какой-нибудь. Люди просто какие-то знания терялись.
И сейчас вот мы сделали огромный скачок, мы, я имею в виду общество, мы сделали огромный скачок, белорусы пока его не сделали, я считаю. Вот, мы зазнались, я вот очень считаю, что мы зазнались и переоцениваем свои вот реальные силы. Но выше белорусов не прыгнешь, поэтому что? Да, но нужно как бы стараться. Вот. И поэтому очень важно, чтобы люди вообще, вот представляете себе, я специально рассказал, например, даже сегодня про тот же Emacs, что ему больше 40 лет, что программисты другие, они были не глупые люди. И когда они делали текстовый редактор, они понимали, что было бы неплохо использовать его дальше. Они понимали, что у нас вот 5 пальцев на каждой руке, если все в порядке. И, скорее всего, у ваших детей будет 5 пальцев, и у ваших внуков будет 5 пальцев. Поэтому все горячие клавиши, все удобные вещи, которые были вот 40 лет назад в Emacs, они и сейчас такие же. И это будет удобно и через 40 следующих лет. Возможно, только когда вот как Нео в «Матрице» штырь себе в нервную систему втыкал и мог напрямую мысль там конвертировать, вот тогда, да, можно будет уже не набирать на клавиатуре. Но пока мы не дошли до этих технологий, вот это все лучше, чтобы была преемственность. А у нас в институтах, в школах эта преемственность разорвана. И получается, трата времени. Почему ты пошел, вот у меня вопрос сразу, на курсы преподавать? Все-таки курс это 3 месяца. Ты сам говорил, что 3 месяца это мало для C++. Да. А в IT-академии при ПВТ, да? Или как? Да. Сейчас не при ПВТ называются. IT-академия программирования высоких технологий. Вот. Курсы 3-месячные. Почему ты не пошел в университет преподавать свой авторский курс, например? Я хочу пойти в университет, но мне сказали, что чтобы читать лекции в университете, у тебя должна быть аспирантура. А мне 35 лет, и у меня до сих пор нет аспирантуры. Вот. И я вот думаю, что, может быть, в этом году, тьфу-тьфу-тьфу, если я не буду ленивой задницей, то может быть, какая-нибудь аспирантура, может быть, туда берут тех, кто уже все забыл, но ему надо. Вот, я пойду в аспирантуру, занесу как минимум свои документы, пускай даже, если меня там прогонят, чтобы, может, лет к 50 я уже действительно был в университете преподавателем и рассказывал студентам, как вот все программировать. Неплохо, принято. Скажи, пожалуйста, я вот сижу и думаю, я все интервью хотел спросить. И все забывал, все было не к месту. Сейчас уже конец, можно спросить. Тебе ракет? Да. У тебя значок Wargaming? Нет. Но у нас на логотипах есть стрелки. Стрелка. У нас на логотипах есть стрелки, и у меня любимый сказочный персонаж, и был такой мультик, сейчас уже, наверное, он старый, рисованный, сейчас такие уже, наверное, не делают, назывался «Легенда об Аанге». Что-то знакомое очень. Вот. И там у главного героя был тоже такой, только синего цвета стрелка покрашена. И я в честь этого персонажа, в честь этого мультика делаю себе иногда такую прическу по праздникам. Хорош. Сам делаешь? Нет, в парикмахерскую. Блин, это я думаю, может мне тоже примерить. И самый последний вопрос, он самый главный. Тут нужно очень сильно подумать хорошенько, потому что, ответ он важен. Что такое биссектриса? Мы помним треугольники, мы помним, что, как говорила моя преподавательница, еще давным-давно в гимназии, она говорила, что бы вы ни делали, но треугольники вы должны знать лучше всего. Треугольники – это основа всего. Вы меня запомнили? Все теоремы по треугольникам, все углы, все полностью вы должны доказывать. Понятно, что биссектриса – это крыса, которая ползает по углам и делит их пополам. Хорош. На этом все. Спасибо тебе большое, Лень, за то, что пришел, рассказал нам про плюсы, про геймдев, про свою историю. Она у тебя тоже очень интересная и необычная. Вам всем большое спасибо, что посмотрели этот выпуск. И Леня пришел не с пустыми руками сегодня. Это сумка, да, на поясная? Это поясная, да, сумка такая удобная, прикольная, с логотипом. Кстати, уникальная. Это только от нашей, только с нашим брендом. То есть это, вы не купите такую нигде. Это, по-моему, даже в сотрудничестве с белорусским магазином сделано. Тут и орнамент есть, вышиванка. Эта замечательная сумка отправится комментатору. Тому комментатору, который ответит на вопрос, который был в самом начале интервью. Почему на старых приставках, Nintendo возьмем, 8-битных, в таких играх, как NBA, например, случайным образом или псевдослучайным образом, все-таки по-разному, если выдернуть ее из розетки и включить, начинали бегать в заставке NPC-юниты эти.
В общем, кто раскроет эту магию, это секрет. Может, есть алды, которые помнят, почему так было. Я сам полезу, почитаю, почему так было, мне интересно. Пишите в комментариях. Первый правильный комментарий получит эту замечательную сумку. Результаты оглашу на ближайшем стриме. Супер. А на этой замечательной нотке, на фоне работающей машинки кофейной, Мы заканчиваем. да, спасибо, Лень, еще раз. Вам спасибо большое. Ставьте ваши лайки обязательно, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, подписывайтесь на Telegram, на Discord. Спасибо Wargaming за прекрасного спикера. Заходите по контакту Лени, я думаю, он там что-нибудь оставит, может быть. Может быть. А лучше сразу приходите к нему на курсы и учитесь плюсам. В общем, на этом уже точно все. Всем спасибо и пока.